Всем привет! Мы сегодня начинаем проходить Gears of War 4 часть. Значит, компания. Одиночная игра. Давай, новая. Уровень, да, нормальный. Новые ячейки. Я вот не знаю, тут перевод есть или нет. Придется, наверное, субтитры читать. Сейчас посмотрим. Пролог. Память. Мы продолжаем нашу передачу. Сегодня в новом эфире. Первый министр Джин выпустила на празднование 25-й годовщины окончания войны с Саранчой. Сегодня мы стоим смиренно склонив голову перед двумя поколениями мужчин и женщин, не побоявшихся рискнуть своей жизнью. Те, кто сражался в битвах, сделавших нас теми, кем мы являемся, включая ближайшее столкновение маятниковых войн. Долина Асфо. Сантьяго. Обойдемся без вдохновляющихся речей, рядовой. Ты знаешь, что делать. Да, сэр. Ладно, начнем. Интересно, будет ли тут хотя бы камео Маркуса Феникса? Маятниковые войны за 2 года до дня В. Уничтожим эти башни, оставим их без связи, потом нападем на лабораторию. Если командованию не нужен молот зари, командование что-то там. Ладно, пошли. Все взрывается, горит. Забавно. Не, ну по сравнению с третьей частью, естественно, по сравнению с третьей частью, графику, естественно, подтянули. Будем играть на клавомыши, мыши, так что надеюсь, что целиться будет чуть удобнее. Так, что там? Уничтожьте башни связи. Хорошо. Ну да, чуть поприятнее, чем на геймпаде целиться. Так, и еще парочку тут. Оп. Я так полагаю, у нас сейчас в вооружении устаревший лансер. Маркиза Мод. Давай-ка мы его на дробовик поменяем. А, нет. Ну, я не знаю, что-то как-то такое. Сколько патронов он может выносить? Тоже не то. Ладно. Посмотрим вообще в целом. Здорово, тостер, переключи раскладку. Посмотрим в целом, какое тут оружие дается. Еще республиканцы. Вот он там сидит, дружище. Че у тебя там, как выходные проходят? Так, еще где-то тут один. Либо его завалили. Я что-то как-то не заметил. Хедшот. Кстати, что у нас там по звуку? Может быть, там что-то в игре добавить, убавить? Патроны берем. Кстати, для патронов новые ящики теперь. Маркиза. 28 патронов максимально он может тащить. Не густо. Это что-то между винтовкой и дробовиком. Так. Давай-ка мы чуть-чуть подснимем настройки, потому что я смотрю. Я смотрю, что немножко фэпосы проседают.
Давай поубавляем. Все на среднее сделаю. Чик, чик. Хотя по тестам вообще все в порядке было. Ну ладно. Применить. Так. Ну, плюс-минус, я смотрю, FPS. Так, установите взрывчатку на башне связи. А где она? А, вот здесь? Не вопрос. Так, вас понял. Поджигаем костер через 3, 2, 1. А я же здесь устанавливал взрывчатку. А, вот. Тут, я думаю, что-то не взрывается. Теперь эта база оглохла и ослепла. Еще Сантьяго, наши позывные у меня в печенках сидят. Увидимся в лаборатории. Пулеметные гнезда, разделимся. Вы двое налево. Давай, наверное, нам нужно ближе подойти, скорее всего. Кстати, когда он бежит, уже чуть поплавнее идет анимация. Раньше камеру в первых 3 частях трясло вообще во все стороны. Правда, я еще не могу привыкнуть, что пробел — это бежать и прильнуть к стенке. А на shift это только задача. Эй, майор, ты рассчитывал на нас? Давай, поднимайся. Падла. Давай еще ближе попробуем. Что-то я его не могу вообще увидеть. Раньше хотя бы у них хоть как-то головы торчали. Вколочные. Да давай возьмем, конечно. Угу. На 4 гранаты, короче. Давай. Оп. Туда. Так, рвануло, да, хорошо. Все, теперь можно открывать. Ну, потом, я надеюсь, нам дадут за турелькой подобные постоять. Пулеметиком. Тра-та-та. Вы двое, у вас есть коды, откройте ворота. Подожди. Я вроде этого не взрывал, но второй тоже был взорван. Так, коллекционный предмет найден. Да, и ладно. Игра-то не про предметы, правильно? Маркиза полная. Надо что-нибудь такое поскорострельнее, я думаю, найти. Потом наверняка будет саранча у нас, так что мы с нее потом пушки будем собирать. Эй, ну же. И теперь наш рейд официально начался. Пойдем. Ну хотя бы не душат километровыми диалогами. Так, что-то я смотрю, все равно, вот. FPS немножко все равно проседает. Ну, давай, что точно уже. Не знает. Это давай, наверное, оставим. Короче, я могу либо выключить, либо на среднем. Вот так вот. Так, смотрим. Ну вот, теперь стабильный 60 кадров.
Так, сделаем все правильно, и здесь все накроется, а республиканским ученым сделают заманчивое предложение. Взломайте защитную дверь лаборатории. Иди сюда. Ну, вылезай. Не, ну в разы приятнее играть на клавомыши в такие вещи, чем на геймпаде. О, хедшотики разные получаются и все такое. Пока прямо. Так, это наши? Наши. А где не наши? Не, надо ближе. Надо ближе, я его не вижу. Так, перекур. Близко слишком. О, коцики меня подняли. Спасибо. Так, давай вот к той колонне. Вот к этой колонне, потом вот к этой колонне. Здорово, дружище. Все, минус пулеметчик. Что, где? Опять слишком близко. Ну, давайте кто-нибудь поднимайте меня. Вот так. Все равно подъем боеприпасов занимает немного времени. Бля. Все, его уже уработали. Почему мы не с саранчой воюем? Когда уже саранча будет? Так. В сторону рядовой. Похоже, эти республиканские ученые нам не рады. Брюс? Будь другом, открой эту дверь. Слушайте меня, бойцы. Если мы не вернемся через 10 минут, прекращайте операцию и бегите отсюда. Ладно, Сантьяго, пора встретить наших новых друзей. Иду, майор. А за кого, интересно, вообще мы играем? Такое ощущение, что за девушку. Хотя вроде титик не видать. А за турельку мы встанем. Так, ну давай с этим. О, как у них жбан просто разлетается. Кстати, система расчленения появилась, я смотрю. Взрывом вообще, по-моему, всех поубивало. Бля, ну тут еще приятнее, кстати, за турельками сидеть. Давай, ящики тоже покоцаем. Че, они прячутся за ними? Правда, пушка долго заводится. Так. О, хана мостику. Здорово, Арисака. Как ваше ничего? Че, есть еще кто-нибудь? О, там сидит один. Все ящики раздолбал, пока он за ними прятался. Все вроде. Штаб, груз у нас. Чистильщик, направляйтесь к берегу для эвакуации на Марлине. Слышал? Минометы. Штаб, нас отстреливает из минометов. Тогда майор советую бежать. Так, но миномет дважды в одну точку-то не ударит. А вот патроны бы надо пособирать. Я вот не знаю, 200 это максимально или как.
Я бегу. Я хоть туда бегу-то. Блять, туда надо. Я так полагаю, если у меня с миномета прилетит, это ваншот. Но тёлка с нами бежит. Когда отважные бойцы коалиции отбили ОНР чертежи молота Зари, мы сделали все, чтобы пережить самый страшный конфликт в истории нашего мира. Всего 2 года спустя новый кошмар. Новый враг. Штаб, внимание, необходимо изменить маршрут. Простите, Карл, мы почти на месте. Штаб никак нет. Дом Северенов, что-то там. Капрал Ким, это весь этот город. Штаб вас понял. Вперед, бойцы колонии полковников Ох, нам понадобится защита. Так, 1000-й раз еду на межгородовом автобусе, и в это время ты стримишь. Мне, значит, больше надо на автобусах ездить. Может быть. О, видишь, как до чего интернет доводит, да? То, что можно находиться на другой стороне России и смотреть в поездке, смотреть онлайн-трансляции. Такие дела. Это не техника дошла, это я сама сюда дошла на лыжах. Осторожно, говорит. Вот, и саранча поперла. Вот этих бледенышей надо вообще, без прицела стрелять. Эффективнее получается. Вот и саранча. Ну-ка. Ну, хотя бы их морды теперь можно рассмотреть. Живой еще. Ах ты падла. Вот так. Так, ну что, пушки-то какие с них падают? Вот, Хаммерберст этот. Как он? Ой, пофиг, как он называется, я все время забываю. А это еще что? Огонь. Традиционные паучишки. Им тоже надо, да, по глазам мочить? Сейчас он еблишку свою раскроет, мы будем стрелять. О! Что-то Хаммерберст этот как-то пососненько теперь стреляет. Короткими очередями. Ухудшилась пушка. Мне он что-то не очень заходит теперь. Ладно. Давай лансером будем валить их. Лансер. Поехали. Ну, лансер у нас традиционный. Мочит как здрасте, как детки в школу. Да. Мне нужно вон вот туда, к микроавтобусу. Правда, он может меня копытами ебануть, и я, короче, сразу же отъеду. Что там? Ну, я вижу, что мне туда надо. У меня сейчас немножко патроны кончатся, и все. Да ну, походу, он вообще не погибнет, непотопляемый. Давай-ка сюда его. Что это такое? Молот Зари. Я ясно. Я бы его и не завалил. Ну, пожарили чувака. Как тебе такое? Молот Зари прям во всех этих. Здорово, Иван Зайцев. Молот Зари прям во всех частях у нас мега пушка. Все, скопытили жука, наконец-то. Блять, теперь надо менять. А у меня патронов нет. Сукины дети в венки полезли. Второй, вы серьезно?
Что-то у нас до хера активности на начало игры. Ладно. Вы тогда прикрывайте. Будем лупить молотом. Чик. Может, я этого тогда еще не добил? Так, один раз долбануло. Давай второй. Второй раз. Что-то у него кровь такая, как кисель. Вот, я тогда его не добил, получается. Что это за твари? Тебя как звать, капрал? Ким, сэр. Нас с лейтенантом Страут нужно сопровождение. Поздравляю, тебе водить. Полковник, нам нужно попасть внутрь. Так. У меня есть код к двери, полковник. Что ж, сынок, тем лучше. Сейчас у нас сынок введет все, что надо, и мы пройдем. Охраняй эту лестницу, используй молот. Я вернусь, как только смогу. Так, сначала патроны. Только мы сначала подбираем этот молот зари, блин, надо на что-то поменять срочняк. Где-то у нас... Блять, отбиваться надо сначала. Эй-эй-эй, ты куда полез? Ох, она мне. Поднимайте, чё. Эти прям отрядом идут на нас. До свидули. Бля, ну я его скопытил, но он походу еще не подох. Куда несешься-то? Далеко собрался, чувак. Так, вот давай молот зари меняем на этот Хаммерберст. Чик. А, где-то тут патроны, вот они. Окей. Здесь еще какие-нибудь пушки будут по скорострельней. Эх, ни хрена не вижу. Хорош, улетел. Один, по-моему, дальше здесь, вон он там дергается. Все, хорош. Но это еще, да, не все. Кстати, посмотрим, как у нас вот эти ребята разваливаются. Опять патроны кончились. Пока не шибко, но... А нет, слушай, раньше они жирнее были гораздо. Второй прилетел. А есть, интересно, каноничное это оружие. Блять, надо валить отсюда. Чуть было не было. Эй, поднимай. Все, хорош. Еще один. Берегись, говорит. Ну да. Мне очень жаль, но Малазари только что вырубился. Я так-то давно его выкинул. К концу дня потери исчислялись сотнями тысяч. Тот день назвали днем вторжения. Как многие из вас, я тогда была еще ребенком. Это было мрачное, жуткое время. И никто не был уверен, что мы сможем победить. Через 17 лет после дня В. Или Б. Ну ладно, не суть. За королеву! За Орду! За Альянс! Анимация в игре лучше, чем в большинстве игр 22-го. Ну да, кстати, я тоже вот я замечаю, что прям добротно, качественно сделанная игрушка. То, что я вот ее купил в Microsoft Store за 500 рублей, как бы, мое почтение, ребята. Пятая часть примерно так же играется. И по графону, в принципе, такая же. Но это добротный продукт, я скажу.
по сравнению с первой трилогией, с первого по третью часть, то, что я проходил. Тем более играть на клавомыши это гораздо удобнее. И сам по себе вот первая часть вообще черно-белая практически была. Во второй подтянули графен, но тем не менее как бы серого много было. А тут прям зыришь, глаз радуется. Так, один лежит. Давай, мужчина. Все раздолбано. Так. Ланцер. Да-да-да. Вот, на пятихаточку патронов. Наконец-то. Слава яйцам. Мне бы еще дробаш поменять, и было бы вообще с копыт просто. А только нет ничего. Если ты не хочешь жить в одной комнате с личинкой, советую залезть по лестнице. Подожди ты. Да нечего тут собирать. Так, что нам? Куда? Вот туда куда-то. Кстати, да, сейчас посмотрим, как они у нас сделали анимацию залезания по лестницам. Раньше он запрыгивал одной рукой, а пушку почему-то держал не на спине, как обычно, а он забирался и держал пушку в руке просто. Ну-ка, да, то же самое, короче. Но так же неудобно, чувак. Пропили себе путь и забирайся на стену. Так, да, порубим. F. Чик. Чё? Я на тебя? Что ты имел этим в виду? Опа, прям в череп. Второй, до свидания. А, это баба. Ладно, это простительно. Я тут периодически буду их путать между нашими и не нашими. Давай поменяем оружие. Потому что без пушки саранчи мне долго не протянуть. Лансер кончается быстро. Я на тебя подписан. Спасибо. Спасибо. Как говорится, добро пожаловать. От мента. Второй подох. О, давай-ка в бочку. Бам. Прикольно. Подожди, вот как раз. Бля, я не успел анимация. Катсцена, вернее. Тихо. Прям в тыл залетели к нам. Хрена там его разорвало. Так, дружище, стой. Тра-та-та. Блин, у меня вот вся идея. Вот туда надо было долбануть. Вот так. Вот. Одного разорвало. Вон один. За коробкой заныкался. Блядь, тихо. Перекур. Перекур. Улезай. Ты куда, блядь, летишь, а? Бежит такой самоуверенный тип. Так можно и бензопилой по челюсти получить. Правда, я в наклаве удар бензопилы поближе бы сделал. Тяжеловато тянулся. Так. Все, там больше никого нету. Из подозрительных. Это у нас гранатомет. Окей. О, ща мы как залезем на турельку. Японским камикадзе. Возможно, они, видишь, они же двинутые все тут. Он когда близко к тебе подходит, он подбегает на ваншот. То есть, когда ближний бой, они тебя вырубают вообще запросто. Но турельки — это мое почтение просто. Ну давай быстрее, пушка, блин, перегревается, как обычно. Давай, 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 давай. И...
Как она долго остывает. Да, это второй ползет еще, твою маковку. Еще и жука сюда. Ну, отлично. Просто полите. Логично. Только у меня перегревается. Перегревается пушка. Вау. Кто долбанул? Шлепуху кто-то кинул. Сейчас всех порвет. Несмотря ни на что, что группа солдат под предводительством Маркуса Феникса покончила с кошмаром, известным как Саранча. А, это подожди, это получается... Конец третьей части объясняет. Только получается с другой стороны событий. Да-да-да. У него получилось. Но этот уже седой. Как бы мне хотелось, чтобы сержант Феникс был сегодня вместе с нами. Пулеметы хилые. Не знаю, мне нравится. Остановитесь на секунду и подумайте обо всех, кто пожертвовал собой, чтобы мы смогли выжить. Пулеметы быстро перегреваются, но так было во всех частях. Благодаря им мы смогли пережить эту ночь. Мы вновь процветаем. Они ушли, но обещали вернуться. В мире создана новая коалиция, и нет войн, нет страданий. Мы в безопасности, мы стали одной семьей. Ну ясно, мир, дружба, жвачка, коммунизм. Наконец-то, что там? Ну ладно. Этот лысый дядька что-то мутит, блин. Он что-то мутит. Эй, ты идешь? Это наш главный персонаж будет. Дай мне пару секунд. А вот эта баба в 5-й части будет. Ага, слушай. Ты знаешь, как этот малыш появляется на свет? Пытается выжить. Верно? И если он выживет, это удастся немногим. Он найдет способ измениться. Она что, какашку нашла? Крошечная личинка. Внутри кока она уничтожает и возрождает себя. Меняет свой цвет, форму. У нее появляются крылья, когти. Она разрушает свою темницу, вырывается на свободу. И вот. Она стала новым, прекрасным созданием. У нее говно жило в руке. Не стоило тебе приходить. Ну да. Побереги нервы, Джей Ди. Забыл, о ком речь. Она же точная копия своей матери. Это точно. Это точно. Акт 1. Глава 1. Рейд. Раньше мы защищали поселение коалиции, теперь готовим налет на одного из них. Разве не странно? Вообще-то нет. Ага, налеты и грабежи — главное занятие. По крайней мере, так было, пока вы двое не появились. А сейчас что? Тоска. Уж лучше тоска, чем смерть. Есть разница? Крошечная личинка. Заебок порождает хаос и разруху. Ну да, хорошо, что не стали затирать стандартную эту фишку. Типа полет крыла бабочки, там взмах крыла бабочки, на другом конце планеты становится как тайфун, там или еще что-нибудь. Так, что это за красная жижа вообще ползет? Что за энергия Дао такая? На конях? Microsoft Studios. Кстати, да, игру эту нельзя купить ни на этом ни в Steam, ни в Epic Game, ни в Game Store, нигде, только чисто Microsoft Story и все. Скачать ее на торрентах тоже не вариант, там надо, чтобы она работала с бубном, столько выплясывать, короче, жопа полнейшая. Лучше купить. Ну, либо Xbox Game Pass. Про налет неплохо было сказано. Надо добраться до поселения. Я не брошу, уродца. Иди. Серьезно? У меня дробовик? Нет, дайте-ка мне винтовочку. Бля, винтовка-то пососная. И перейдите ветродощиту. Этот ветер сейчас все разнесет. Бля, беда, разрушение. Че? Вы завершили пролог и посмотрели вступительную заставку. Ну, начинается. Сейчас будут ачивки за каждый чих давать.
Чё, бежим дальше. Черт, надо перебираться через этот забор. А как это сделать? Вот сюда пройти? Найдите способ выбить ворота. Пока идей никаких. Ну не тупо же пострелять. Во, эти трубы. Ладно, хрен бы с ним. И как... Опа. Твою мать. Ха-ха-ха. Ваншот. Меня тубой придавило. Давай, заново. Кто знал, потому что надо в сторону еще немножко отбегать. Ну, шоколадный дай пройти, блядь. Да-да-да, все в трубы собрал, блядь, на себе. Нахер, я лучше подожду. Не, ну ты видел, ты видел. Проклятие ветрозащиты. Да-да-да, побежи. А где эта хрень? А, все нормально. Ну, я так понял, на молнии тоже, да, попадаться не стоит? Так, они тут без конца херачат. Здесь мы будем в порядке. Правда? И что это значит в порядке? Мгновенная смерть отменяется? Может, по стреле надо забраться? Упс. Меня чуть не придавило большим этим краном. И тишина. И мертвые с косами стоят. Все, буря утихла. Эй, что я пропустил? Я живы. Нихера у них конь какой прикольный. Шляпа Кейт еще при ней? Отлично. Эй, родец. Жди здесь, хорошо? Коня рога забавный. На морде прям. Мутация? Что делать? Эй, беглецы. Глядя на эти здоровенные стены, по дому не скучаете? О, опять эта чушь про беглецов и дезертиров. Ты ведь понимаешь, что ты нам нужен, да? Рейна получила нам это дело. Прости, умник, но куда она, туда и я. Дядя, мне не нужна нянька. Тогда считай, что я твой наставник. Можно я буду звать тебя алкашом? А, парень, ты не промах, а? Дядя, но у тебя правда похмелье. Вообще-то, я еще не до конца протрезвел. Бурачо местный, короче. Окей. У всех дробаши за спиной. Вот игра любит дробовик тебе навязывать просто после каждого акта практически. Коалиция строит поселение центра к окраине. Фабрикатор в строительном центре посреди города. Забираем его и уходим. Его наверняка охраняет куча DB. Изгои не устраивали налеты уже полгода. Используем эффект неожиданности. Работа врасплох не застанешь. А, роботов врасплох не застанешь. Мы же раньше командовали DB. Да? Не во втором ли поселении? Эй, это была не их вина. Упрямство тебе не занимать, дитя. Я хотел бы вот такую винтовку, как у Бурача. Она прикольная. Отлично, там есть строительный центр. Надо только понять, как к нему попасть. Ну, наш единственный путь ведет вниз. Пошли. Ладно, пошли. Если еще 2 недели назад тут ничего не было, а теперь они строят внешнее кольцо. Но рейды их больше не отвлекают, наверное, поэтому они и устроились. Вниз. Часовой. Он нас не видит. Пусть и дальше не видит. Ага, я понял. На них не попадаться.
Знаешь, чем ближе мы будем к центру, тем больше DB. И именно поэтому мы с делом должны идти одни. Если нас поймают... Я 15 лет служил в коалиции, много наград. Может, я не прочь всадить Джин эту войнушку, которую она собирается начать. Или мы можем просто не попадаться. Блин, ты бежишь, как обычно, вот тонны диалогов идут, плюс еще сверху какая-нибудь падла там выпрыгивает, типа там обозначает, что тебе надо нажимать, чтобы перепрыгнуть, что тебе надо нажать, чтобы потом, не знаю, разрубить там что-нибудь, пострелять. Ну зачем так тоже? Закончите диалог, потом покажите, как это делается. Либо пускай персонаж у меня постоит хотя бы, я все, блин, к сведению, так сказать, приму то, что у меня вылетает тут со всех углов экрана. Так бесит эта херня вообще. Хуя поршни какие. Чик, 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 чик. Лестницы. Похоже, мы возвращаемся наверх. Какая же беда в GTA 5? Да не только в GTA 5, то же самое в RDR, допустим. Ну, серьезно, вот вы сначала, блин, пробдитесь в диалогах, да, а потом, короче, мне подсказки давайте, какие кнопки нажимать, для чего. Также можно просрать все вместе. Что ж, теперь понятно. Хорошо, что это был строитель. Оскар, все будет в порядке, я, пожалуй, знаю, как избегать наблюдателей. Хуя у него пушка. Бля, будет круто, если можно будет вот в этого челика залезть. И потом как размотать саранчу. Приемлемо. Нам дальше. Оставайтесь на местах. Ах, черт. Пастухи выведут вас из служебных помещений. Это пастухи, да? Давайте я все улажу. Гражданин, вам запрещено. Уяк. Он стал немножко короче. Тут нет граждан. Серьезно? Что? Слово «граждане» означает, что мы повинуемся властям. Я принадлежу к общине анархистов. Граждане... Чё? Ладно. Короче, Бора еще на драку нарвался. Так. Все, распидорасили одного. Этот вообще не успел перелезть. Все из-за алкаша. Посмотри какой. На тебе в локоть. Короче, я туда пошел. Пока он вылезет. Блять, очень вовремя. Очень вовремя у меня патроны кончились. Так, каратель с шокером. Отлично, теперь они знают, что мы здесь, умник. Теперь что? Теперь новый план. Прорываемся к фабрикатору. Старый, я анархист, я... Белый, блин. Я алкоголик, я анархист, по-моему, да, у нас так Король и Шут пели. Вот, что-то такое вот в этом роде. Давай-ка мы поищем еще патроны к этим ребятам. Так-то пушка вроде интересная. Чик. Сколько она вмещает в себя патронов? 400. 440. И все, тут больше, походу, нихер делать. Дробаш, он пошел как бы в очко. Дробаш это чисто для ближнего боя и такое себе удовольствие. Это надо к противнику ближе находиться, но тогда есть шанс, что тебя сваншотят просто. Поэтому во всех частях Gears of War я предлагаю, придерживаюсь, что лучше винтовок ни хера нету.
Даже со снайперкой такое себе. Займите оборону с другой стороны укрытия от противника и зажав вперед, нажмите Е, чтобы сделать рывок. А, ну это выдергивать его из препятствий. Чик. Get over here. Так, подойдите к врагу и нажмите В, чтобы добить его. Хорошо. А, ближе надо просто. И ножом мы его допинываем. Иди сюда. Неплохая пушка. Правда, патроны очень быстро улетают. Зря чувак вылез, конечно. Так, все чисто. Так, мы еще патроны попробуем пособирать. Я все жду, пока эти крюки, вот эти зеленые, красные, начнут мне нападать. Но они как-то нейтрально держатся. Нихуя, метроид какой. Чё там дерьмо? Готово. Здорово, Илюх. Бум. Как ты понял? Их там два даже было. Эй, беглисты, как вам это? Быть на мушке у ботов. Скучаете по старым друзьям? Блять. Бежишь, читаешь себе диалог, а тебя вот просто поезд сносит. Отлично, блядь. Просто замечательно. Охуенный план. Надежный, как швейцарские часы. Они их ищейками называют. Трансформеры. Ну да, что-то такое есть. Хуян как-то разделяется на две части. Потом взрывается. Так, давай, ждем теперь этих клоунов, пока не вылезут они. Вон там еще один катается. Колобок ебучий. Иди сюда. До свидания. Пендали ему ёбнули, он аж улетел. Давай, 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 давай. Бля, они еще колобков привезли с собой. Давай. Ни хрена в него патронов вылетает. Пошибче саранчи будет. Хорош. Все. Баба там со снайперкой сидит. А этого, походу, заглючило наверху. Шоковая граната. Да нет, в принципе, мне и моих хватает. А с кем она воюет-то там? А, понятно. Иди-ка сюда. Вот поэтому тут снайперка, в принципе, и бесполезна. Они все равно к тебе автоматом подойдут потихонечку. С флангов будут заходить. Так что, где бы ты ни засел, это все равно ближний бой в основном. Ну так, плюс-минус. Поэтому тут самое оптимальное — это винтовки. Я потом эту штуку на лансер поменяю. Пушка такое себе. Ну, пока такой автоматик. Для трансформеров пойдет. Надо еще патронов. Да, что-то влезает еще. Там какие-то интересные диалоги идут. Я вообще занят немножко поиском пушек каких-нибудь подходящих. Так, и мы во втором кольце. Думаю, уже близко. Понятно. Бля, может гранату? Ну ладно, уже поздно. Они уже в рассыпную подали. Вылезай. Готов. Давай ближе подойдем.
Ну типа, хули ты мне сделаешь, я в свитере. Ну или в другом городе. Как-то так говорится, по-моему. А тут уже их побольше. А колобки, походу, это местные бомбы, катающиеся просто. Неплохо, мы тут ландшафт портим. Последний, да? А, последний 3 даже. Подожди, тут один был. Он дальше пробежал. Либо он отсюда выбежал. Ну ладно. Вот что она носится с дробовиком, если она подбежала и вот здесь села? Вот нахрена она нужна? Я не знаю. Просто ты в голову почти не стреляешь, а того не понимаешь, зачем снайпа. Вообще идеально было бы винтовка, не автомат с хорошим патроном и прицелом на ближнюю дистанцию. Но смотри, если вот у тебя, допустим, несколько, ну, 5 этих, какого, 5 противников бегают по этому и прячутся постоянно за разными преградами, и у тебя просто снайперка, которая стреляет по одному патрону, представляешь, да, сколько у тебя времени будет каждая пачка врагов занимать? Нахрена это надо? Просто сидеть и в каждого выцеливать. Это не такая игра, как бы, это более динамичный шутер. Поэтому ты должен скорее, знаешь, обойти за соперника и выстрелить ему в жопу с какого-нибудь дробаша, либо с винтовки. Так вот ты будешь каждую пачку очень долго разбирать, если со снайперки. С учетом того, то, что ты с одного выстрела в башку его можешь и не убить. Вот видишь, сколько у меня патронов в него влетает в голову только в голову. А некоторые, наоборот, специально быстрее пытаются с тобой дистанцию сократить. Поэтому, пока ты там сидишь, прячешься с винтовкой, тебя быстрее с фланга обойдут и тоже ёбнут. Тут не очень эффективная снайперка, но иногда есть такие миссии, коротенькие, скажем так, они быстро заканчиваются, где пригодится хорошо снайперка. Без нее ты просто не вывезешь. А так вообще я не знаю. Кому-то я видел, что удобнее в Гирзу играть только с дробашом. Кто-то вообще прикола ради их пилить начинает с лансером. То есть максимально сокращать дистанцию. Короче, кому как удобнее, тот и играет. Бля, я думал, там кто-то прячется. Все, разобрали, ребят. Давай патроны собирать. Строительный центр прямо за стеной. Может произойти чудо, и она сама опустится. Придется идти в обход. Не понимаю, в чем дело. Приказом моей матери рейды прекращены, а тут столько охраны. А что, тебе разве не весело? Оглядимся и поищем проход. Задний проход. Нам туда. Так а что у него, мамаша президент или кто она вообще? Баба, ты чьих будешь? Кстати, какая у них была экипировка в первых 3 частях, просто, я не знаю, там такие латы были цельные, они как рыцари, блин, смотрелись здоровенные, а сейчас просто все какие-то жилеточках, курточках, рубашечках. Видимо, что-то изменилось. Я в девишке, которая заточена под ближний дальний бой, бывает, даю фору всем ближникам. А ты еще сравниваешь, показываешь ДПС шумовухи. Если бы шумовуха ваншотила, то это была бы имба дисбалансная. Но Division это немножко другая игра. Ты просто их сравниваешь вот так вот. Но они разные игры. Как ни крути, все равно девишка это девишка, а гирза это гирза.
Но еще раз я тебе повторяю, то, что кому как удобнее играть. Я не думаю, что если там, допустим, в Герзде, ну точнее в Девишке какую-нибудь тиму собрать, прям все будут у тебя со снайперками бегать. Так что тут спор будет ни о чем вообще. Ну как спор, дискуссия. Вот мы сейчас будем вот на таких примерно локациях, да, вот сейчас, ну, минут 20 примерно замес будет у нас вот в подобного рода локациях. Ну и что ты думаешь, тут нормально можно будет со снайперкой засесть? Нам тут нахуй не нужна просто. Снайперка может тут пригодиться, если у тебя прям большие, длинные какие-то локации, ну, прям вот на открытом местности. Но тут их мало. Там строительный центр. Если они следуют уставу, они всегда следуют уставу. Да, фабрикатор внутри. И этот служебный проход — единственный способ туда попасть. Девишки полно таких локаций. Да, хрен его знает. У тебя все равно как-то плюс-минус у тебя более открытое пространство, насколько я видел эту девишку. Коллекционка какая-то найдена. Чик. Внимание, наблюдатель. Противник. Эй, молодежь, мы здесь еще не закончили. Вот, допустим, вот здесь взять, прижаться, допустим, и сидеть со снайперкой, всех потихонечку отстреливать, вот которые будут прятаться вот за этими рубежами. Тогда, возможно, она пригодится. Ну, не знаю. По мне так это будет скучно. Я лучше побегаю. Активничаю, что ли. Поиграть какой-нибудь кооп-шутан. Не знаю, тут есть, в принципе, небольшое желание поломать Fire Team Elite, который... Ой, блядь, это наш. Сорян, мужик. Я думаю, многие меня простят. Как вам? Чужих, короче, поломать. Как-нибудь хотелось посмотреть, что это вообще за игра такая. Их двое осталось, да? Бля. Че, поднимаете? Оскар, понятно. Кейт. Так, один где-то, да, вот он тут. До свидания. Все. Вот, а со снайперки бы я их разбирал еще побольше времени. Нам туда, да? Погоди, давай посмотрим где-нибудь патроны. Ну где-то же должны быть хотя бы ящичек-то валяться. Что за громкие звуки? Парни, к нам тут приближается целая куча DB. Хуйня какая. Бля, они как фашисты просто идут стеной. Наверное, херовенькая идея, то что я тут за деревяшкой какой-то укрылся. О, попандос. Одно зарядок, урон, одно попадание больше. Урон-то больше, но у тебя зарядок как раз меньше. И тут видишь, ты можешь патроны взять только с убитых врагов. А тут со снайперов-то не ходит. Вот я сейчас сколько, ну, минут 10 уже ящик патронов не видел.
Я вот собираю патроны только вот с этих вот ребят. Если бы я взял снайперку, которую я, кстати, я еще с начала игры не видел. Если бы я взял снайперку, я бы остался сейчас уже без патронов. Поэтому, ну, чё ты с ней тут будешь делать? Давай, перезаряжаемся. Гранаты есть. Гранату в парочку. Есть какие-то еще шоковые мне тут давали. Ну, такое, короче. Вот эта вот пуха такая, ну, блин, я не знаю. Мне скорострельность ее не нравится. И то, что 25 патронов. Кстати, которых я тоже давно уже не видел. Я вот пытаюсь всю локацию прочесывать, а патронов-то нет нигде. Ни одного ящика ни хрена не валяется. Я вот с этих киборгов что-то собираю. Вот это вот. Кошкины слезы, блядь, и все. 440 у меня влезает максимально. Других патронов нет. Ну, кренка просится, но когда у тебя их всего две... надо же, коалиция аннулировала наши коды доступа. Ну, мы же теперь враги государства. Что? Эй, коалиции вас не учили взломать простые замки? С дороги. Прошу прощения. Слушай, это лучшее оборудование коалиции. Вряд ли. Ладно. Вы двое за фабригатором. Мы присмотрим за дверью. Я тоже пойду. Ну уж нет, здесь куда безопаснее. Детки, двери закрываются. А старого забыли. Ладно. Так, давайте уже займемся грабежом. Да, наш фабрикатор должен быть на одном из складов. Ну, формально это их фабрикатор. Акт 1, глава 2. Вот давай просто засечем. Я засеку время, когда в следующий раз нам дадут ящик патронов. Отлично, вот оно управление вагонетками. Давайте вызовем лифт и начнем. Подожди, сейчас мы все вызовем. Я хочу порыться, может быть где-то что-то. Да, нихуя ящиков патронов нет. Основной прирост патронов твой. Пополняешь запас. То, что с мобов валится. Мобов-снайперов, я не знаю. Он может появиться через 2 часа ближайшие. Ладно, спускаемся к складам. Дел, Дел, отправь нас туда. Кейт, пойдем. Понял, повеселитесь там. Кстати, и саранчи тоже давненько не было. Я бы эту пушку поменял. Чё-то нажать надо. Эй, какие-то проблемы? Нет, просто пытаюсь разобраться с управлением. Ага, поехали. Поехали, что-то. Вон, у бабы тоже такая же пушка, как у меня. И у нее дробовик. Да не крути ты башкой. И у нее дробовик. Кстати, до этого у нее снайперка была. Эй, что там случилось? Проблемы с энергией? Сейчас исправлю. Тут они дроидов этих печатают. Прям атака клонов. Ого, сколько же тут DB. Слушай, мне бы не хотелось тут слишком долго торчать, а? Делаю, что могу, но управление тут черт ногу сломит. О-о. Что делать? Твою мать! Ну, как обычно, у нас все идет через жопу. Прости, система заблокировала мне доступ. Пришлось отрубить питание, чтобы вернуть управление. Так, ты управляешь этим подъемником или нет? Да, в основном. Как-то мужик неуверенно отвечает. Ну да, если что, лететь походу далеко. Ладно, все в порядке. Вперед за фабрикатором. Кейт, напомни, пожалуйста, в следующий раз доверить управление тебе, хорошо? Вот я тоже, кстати, об этом подумал. Надо было девке все доверить, пускай на кнопки жмет. Дробовики очень веселые, как правило, везде. Ну, не знаю, я их стараюсь всегда от них. Вот именно вот в этой игре, вот в этой линейке игр, я стараюсь от дробовиков как можно быстрее избавиться, хотя мне его постоянно навяливают, каждый акт. Они веселые, но только можно немножко ваншот получить. Поэтому
Не знаю, мне просто удобнее винтовками тут пользоваться. Поэтому я всегда таскаю одну с собой винтовку Лансер, который скорострельный и так далее, и бензопилу имеет. А вторую я таскаю винтовку Саранчи. Чтобы когда у меня одна кончилась, я сразу же поднимаю по дороге другие патроны. То есть всегда у меня патроны есть с собой в запасе. Что там надо сделать-то? Фабрикатор. Ну и что? Эй, помоги-ка дотащить его. Загрузите фабрикатора в лифт. Где он? Какой? Ага. Поперли. Что-то они ящик этот как-то бодро тащат. Окей. Пистолетами, кстати, я тут не пользуюсь вообще. Так, все готово. Дел, заводи эту штуку. Понял. Поскорее бы вернуться домой с этой штукой и восстановить подачу энергии. Хотя читать при свечах мне даже нравилось. Пожалуй, это самое странное, что ты сказал за сегодня. Хотя, может и нет. Подойдите к фабрикатору и нажмите Е, чтобы создать оружие. Стоп, да подождите. Черт, какой странный защитный механизм. Проклятие, система снова меня не упускает. Чувака там геморрой, как обычно. Ага. Блять. Ладно. Ну потом с фабрикатором этим разберемся. Тут странно новая какая-то механика. Мы можем оружие создавать возле ящиков. Новые ячейки. Да подождите. Сейчас надо хоть гранат набрать. Шоковая. Блин. Вот она мне шоковая. Ну как тебе? Я только поворачиваешься, от тебя со спины уже дрочат. Ощущайте лифт. Ладно, мы сейчас лифт, потом посмотрим, что можно с этого фабрикатора сделать. Там вроде винтовки были. Мать твою, надеюсь, это штука. А, это шутка. Серьезно, блядь. Меня креплением задавило. И еблом щелку, блядь, все заново, твою мать. Так, все готово, Дел, заводи эту штуку. Ой, идите вы в пизду. Давай, короче, винтовку сделаем. Фабрикатор. Угу. А когда я успел вот эти 5000 заработать? Снайперка. Или гранат. Вообще мне вот это надо. Вот это не надо. Вот это надо. Почему-то он не работает. Хотя только что работал. Давай-ка мы где-нибудь... Тихо. Опа. Пинок по ищейке на F. Давай попробуем долбануть его. Ну, не очень эффективно, кстати. Да, ты еще попади, попробуй по нему ногой. Он чуть дальше укатывается. Давайте, где они там? Бля, сейчас эта штука без меня уедет. Сейчас я вас подниму. Ну нахер, я, короче, я в центре буду стоять. Фабрикатор, вот. Так. И энергия все равно поднимается.
Давай, мы вот это вот дело меняем на каратель с шокером. Все. А патроны чё? Ладно, у меня энергия ползет вверх. Как это работает вообще? Вот, сучка сидит. Что, есть кто? Хватай маслина. Ладно, гранат у меня немного, поэтому чтобы не набалуешься. Вот Хаммерберст этот, вот он прикольный. Он и разносит хорошо. Жалко, патронов немного. Все. Мы дальше едем или как? Я понял. Все, лезут и лезут. А почему подвое? Нельзя просто на меня сразу 6 штук отправить? Я думаю, чуть-чуть передохнуть, в укрытии. А то я тут в наглую стою просто в середине и отстреливаюсь. Вот так. Обходят флангов. Придули. Пытаюсь снова вломиться в систему. Держитесь, кажется, я понял, что-то там. Ну, я тут хер знаю. То ли мне диалоги читать охуительные, то ли от мобов отбиваться. Окей. А можно мне еще патронов на эту хрень? Давай мы вот эти сначала пополним. Так, это максималка. Он снова горит в системе. Стоять. Берем. И все. Как заряды эти работают? Это дичь вообще. Почему-то у меня энергия-то пополняется. Можно этот чемодан всегда с собой таскать? Это что, очень удобненько. Припер чемодан, да стреляй себе потихонечку. Поставил его рядом с собой. И отбиваешься от уродов всяких. Все, лифт застрял, короче, у нас, да? До свидания. Оп. Ну давай, последнее. Вот туда. Далековато. Ладно. Ну, женщина, ты молодец. Так, я понял. Эти кнопки не жмем. Они у нас закрытие отключают. Сколько гранат я могу сделать? Блин, они дорогие, кстати. Все. А, это наш. А че он тут бегает, суетится? Ты че, мужик, ёбнутый? Вот я тут вообще не понимаю, что баба с дробашом тут забыла. Он до них, наверное, даже не достает. Так, все в порядке, давайте вас спустим. Давайте спустим. Энергия будет долго набираться. Похер. Зато 200 патронов хотя бы так соберем. Потому что тут у нас, наверное, с мобов поисчезали все эти пушки. Вот здесь один стоял. А, все, пусто. Окей, что там по заданию? Возьмите фабрикатор. Мы сейчас будем с этим чемоданом носиться, как курица с яйцом. Все, он, короче, он не активный.
поперли, чё. Блин, такой ящик здоровенный, металлический, тяжелый, вдвоем тащат налегке просто. Эй, Джей помнишь, что ты говорил ранее? Напомню, прошу. Вошли и вышли. Плевое дело, конец цитаты. Ну значит дальше будет только проще, так? Ладно, пошли. Он сейчас наверняка очень на меня зол. Оскар, фабрикатор. О, у нас... О, привет. Я думаю, все смотрели Дэдпул. Первый мистер Джин, выглядите отлично. Хватит болтать, вы идете с нами. Ну и рожа у нее. Совсем новые и вооружены. Разумеется. Главное, в отличие от вас двоих, они подчиняются приказам. Что это значит? Хотите повторить то, что произошло? Успешная операция. Теперь это самое спокойное поселение. Послушайте, наша деревня уже несколько недель без энергии. Нам нужен этот фабрикатор. Мне нет дела до чертового фабрикатора. Вы похищаете моих людей. Не забывайте, я знаю, как и для чего вас тренировали. Ха-ха. Да пизделась. Пока? О чем она говорит? Без понятия, но нам надо выбираться отсюда. Эх, и бабу чуть не сбили еще наши. Ух, это даже подозрительно. Прости, что оставила тебя. Все в порядке? Оказалось, внутри было безопаснее. Эй, умник, мы правда полезем в эту штуку? Да, но ты тоже можешь остаться, если хочешь. Забавный сапсанчик такой. Кондор. Хрена камушки он швыряет. А в них роботы, да, сидят еще внутри? Естественно. DB DR1 активирован. Ну, пошли его дезактивировать. Как надо где-нибудь заныкаться. Да. Вот. Спустя 15 минут я вижу первый ящик патронов. Ну, не считая там того-то, что ты за какую-то валюту странную покупал. Блять, понимаете, что. А где те здоровые-то чуваки? Ну, как хотите. Вот они опять. Ну, жира у них прилично. А ты чё такой активный-то стал? Понятно, они еще и взрываются до кучи. Мужик, отойди. У них, кстати, какое-то другое оружие, оверкилл называется. Сейчас проверим, что за штука. Все. Кончились. Каратель. Ну да, проверим, что за каратель. Разница. Каратель с шокером. Бля, надо патроны менять. Ну, пушки менять по-любому. Кстати, хорошо, что я туда отошел. Сейчас долбанет. Эти патроны кончились. Давай-ка мы каратель этот поменяем на хоть какой-нибудь другой. Оверкилл. Неплохо, только патронов мало. Коротенький магазин. Десяточку можно с собой тащить. Ну, я думаю, где-то около 30 патронов туда влезает. Давай-ка мы вот на такой каратель поменяем. Все-таки 200 патронов лучше, чем 10.
300. 360. Все, да, больше тут ни хера нету. Печалька, это что у нас валяется? А, ну то же самое. Ну и все. Не густо, короче, по патронам, но уже там туфился. Пора выбираться отсюда. Знаешь что, кажется, я чаще с тобой соглашаюсь. Приближается кондор. Только 5 штук высадил. Ну и мы сейчас, кстати, вот этих карателей с шокером наберем. И как сейчас долбанет? Взрывайся ты. А у него прям задача, да, добежать хоть до кого-нибудь. Терминатор сраный. Бля, перекур. А то так и отъехать можно. Еще ребят подвезли. Ну, эти такие сопливенькие. Главное, вот, чтобы к нам какая-нибудь падла сюда не пролезла. О, фабрикатор. Ладно, мы им попозже воспользуемся. Он с пулеметом, кстати. Фига, сейчас бахнет. Нормально. Тот чувак был не против. Все вроде? Нет, еще последний. А пускай они ее там мучают. Давай-ка мы что-нибудь сделаем. Ага. Каратель с шокером. Он еще толпа. Иди сюда. Решил он возле меня тут взорваться. Да, мы в жопу настреляем. Ой, и второго тоже разбомбило. Клинический идиот. Хорош. Все, да? Ну давай, чтобы уже полная обойма была. Вот это подбираем. Нет, не то. А где? Да идите нахрен со своим ящиком, я тут. Вот, каратель с шокером. Всё. Сколько у меня патронов лезет? 210. Не густо. Чё нам куда? Куда? Погнали. А чё вы встали-то? Вынесите фабрикатор с поселения. Так, значит, туда надо идти. О. Ну вот начало прям очень много. Мы бегаем по каким-то заводам. И саранчи нет, ты почему-то с роботами воюешь. Все? Ну хорошо, давайте пошевеливайтесь.
Всю верность коалиции из меня вышибли, но больно видеть, что Джин полагается на кучу ходящих жестянок. Ты всегда можешь вернуться в армию, среди офицерского состава как раз появилась пара вакансий. Нет, спасибо, стрелять мне нравится больше, чем устраивать салюты. Ля салюта. Граждане, вы находитесь в запретной зоне. Бля, ну поднимайте, чё. Челик сносит прям хорошенько. Все, ну что, долбанет. Обычный каратель у него, да? В принципе, если быстро разматывать одного, пока они не активировались все, он может взрывом возле себя много народу уничтожить. Вот так. Не, далековато. Все, ща бахнет. Пойдете. Ну-ка, дай-ка мне ящик этот. Тихо. Ящик давай. Фабрикатор. Тудым-сюдым. Вот, и патронов вполне достаточно. Ну, забавно то, что мы его действительно с собой таскаем, и можно, короче говоря, патронов неограниченный ресурс иметь. Жалко, что только определенных. Эй, сюда. Мы совершенно точно вошли здесь, только чуть дальше. По-моему, там немножко по-другому это выглядело. Ну ладно, не суть. В принципе, тут так бежишь, вот, плюс-минус все одинаковые локации. Ну вот, снайперы. А снайперы у нас ваншотят, но не всегда. Давай-ка мелочевку мы сначала расколотим. Все, их только трое, что ли? Подними голову, выход прямо перед нами. Надеюсь, боты Джин не нашли Чаза. За уродца не беспокойся, он может о себе позаботиться. Вот, кстати, первая снайперка за 1,5 часа игры. Первая снайперка встретилась. Дайте ко мне чемодан ваш. Понятно, он не активен. Бросай. Толстый, бросай чемодан. Я как призрак. Могу прям сквозь него проходить. Поздравляю, тебе почти удалось вынести фабрикатор из поселения. Что дальше? Так, сейчас используем тот кран, чтобы создать себе проход. Ничего сложного. Ничего сложного, а? Тут нет пульта управления, только DB могут работать с этой штукой. Ну, должен же быть способ его опустить. Найдите способ опустить груз. Ну, вот тебе способ. Либо залезать прямо в этот, туда, кран. Здесь не пройти. Эй, надо как-то опустить плиту. Я, конечно, стрелял. Видимо, не дострелял. Новеньких подвезли. Давай, вылезайте. Все, бахнет.
Не, ну хорошо то, что они не только на меня бегут. А то пришлось бы всегда менять место дислокации. Близко, близко подошел. Так, давай еще. Назад. Угу. Там где-то около 4 снайпера. Бля, как бы поближе так к ним двинуть. Перекур. Херовенько мы попали, конечно. Тут и пулеметчики, и снайперов где-то 3-4, по-моему. Так, этот сейчас взорвется. Хорош. Все, она, патроны кончили. Итак, давай снайперов уничтожать. Прицел бы еще не мотыляло. -1. Сучонок. Второго так ощемлен, очень далеко он сидит. Так. Все, выкурили. Ладно, при следующем замесе надо будет обязательно подбежать к этому ящику и потрошки поустанавливать. Каратель. Нет, подожди. Каратель мы... Блять, катсцены. Окей. Рад, что ты цел, уродец. Это ваша Джин? Она не из тех, кто легко сдается. Ты прав. Оскар, что-то там. Извини, умник. Я поведу. Ты поведешь. А когда, интересно, нам эту мегаброню-то гирзовскую дадут? Слушай, тебе придется нас прикрывать. Ты стреляешь лучше, чем я. Серьезно? Да, серьезно. Нет, просто пытаюсь тебя подбодрить. Зловещий дед. Кстати, он пьяный до сих пор. Небольшие проблемы. Красиво тут у вас на Секиро, кстати, похоже. Вот антуражем. Деревня изгоев. Слава богу, вы целый. Я уже собиралась сама отправиться в 5-е поселение. Нам пришлось немного задержаться. Что случилось? Тебе короткую версию? Сюда направляется коалиция. Сколько у нас времени? А это Покахонтас, да, местная, короче? Бля, ну реально, Дэдпул, по-моему, все смотрели. Когда он Хью Джекмана к себе портрет на его приклеил степлером. Я пришла за моими людьми. Прочь с дороги. Здесь ваши полномочия не действуют, первый министр. Вот что произойдет дальше. С каждым, кто станет на пути коалиции, мы разберемся. Как это было во 2-м поселении, это зависит от вас. Вы кое-что забываете, да? И что же? Она с кем-нибудь проговорит дольше, чем 2 минуты. Это не 2-е поселение. Хорошо, отлично поболтали. А, это еще не конец. Вы двое берите фабрикаторы за мной. Она как не появляется, скажет 2 предложения. Ее то расхерачит на этом, на поезде, то и башку отрежет. Никто ее не любит. Что поделать, она зануда. Нужно зачистить зал с фабрикатором. Вперед. Доставьте фабрикатор к ратуше. А давай, наверное, на перекурчик, да, пойдем. Потом будем проходить.
миссию. Сейчас я подойду. 3 минутки перерыв. Погнали дальше. Простите, мэм, но гель от ожогов тут не поможет. DB теперь вооружены не только шоковыми ружьями. Стой, Джин бьет на поражение? Вот черт, все прячьте в зале, сейчас же. Так, а мы чемодан поперли. Уильям, эвакуация школы. Ни один ребенок не должен остаться там. Заприте генераторную станцию. Отлично стреляешь, малыш. А куда мы тащим-то его? Думал, мне хоть ворота откроют. Будем надеяться, что этого хватит. Пошли внутрь. Так. Куда идем вообще? Вот сюда. Ну, пока никто не нападает. Норм. А чё такая тишина? Коалиция почти на месте. Установите фабрикатор. Идите, забаррикадируйте дверь в зал. Наши уже должны быть внутри. О, патроны. Еще надо? Еще надо. Да, в Хаммерберст этот 210 влезает. В третьей части 230 было. Эй, как у нас дела? Здесь все кроме Маккензи и Элли. У них все в порядке, обмениваемся припасами с южной деревней. Забирайте.
Я там не как у Скруджа Макдака сейф. Солдаты коалиции хотят нас забрать? Да, малыш. Да. Но с тобой все будет в порядке. Обещаю. Ладно, Вильям, пора закрывать. Итак, все в порядке? Все на месте? Что это за жест был такой? Поправила ей волосики. Ваш первый министр обожает помпезность. Да, она не привыкла действовать тихо. Что ж, я тоже. Защищайте эту дверь. Покажем ей, что бывает с теми, кто решил напасть на изгоев. Ладно, фабрикатору строить... К фабрикатору строить оборону. Ля, какие штуки. Часовой. Что это за хрень вообще? Ну давай вот этот вот закажем. Часовой с пулеметом. Волна начнется через минуту 50. Мы тут можем поставить? Давай так. Подожди, давай на землю его поставим. Что-то как-то он неуверенно себя чувствует. Вот прямо так. Пик. Чтобы хорошенько он простреливался. Угу. Еще. Что мы можем построить? Ну, это вообще какой-то не очень барьер с колючками. Жалко, быстро бежать нельзя. Да хрен его знает. Давай вот здесь его поставим прямо на входе. Я думаю, это не очень хорошо нам поможет, но хоть что-то. 50 секунд до волны. Ну, энергии много не хватит. Ну, в смысле, много чего не купишь. Ну, хотя бы турельку одну поставим. А третий, я так полагаю, там миномет какой-то был. Давай сюда воткнем. Ну, вот как-то так. Пойдете. Пошли ныкаться. Да я бы при всем желании еще бы что-то другое не поставил. Давай проверим. Да, бабок нет. Все. Пора отбиваться. Старевший лансер. Киборги будут нападать, так что лансер этот не поможет. Эй, Кармайн вырубил его. Видишь, Кейт, я прирожденный учитель. Научил всему, что он знает. Угу. Полетели. Далековато я, по-моему, ограждение поставил. Ну, колечко. Давай посмотрим, как у нас турель-то вообще действует. Сейчас, хотя бы одного подпустим. Да, неплохо вроде работает. Если это она стреляет вообще. Да, это она. Давайте еще сюда, народ. О. А ты как здесь Саид оказался? Проскочил же, падла. Еще второй. Еще пачка. Я в ящике, конечно, поразбивал, чтобы они за ними не прятались. Да ладно. В принципе-то нам нужно как раз правый фланг прикрывать, чтобы они только с этой стороны могут к нам подойти. Там вроде как турель защищает. У нас еще один кондор. Давай. Кондор.
Колобки такое себе. И все. Давай за патронами сбегаем, пока тут шибкого замеса не наступило. Чик. Колючки наполовину раздолбаны. Ладно, я думаю, хрен бы с шариками. А, и все, что ли? Ладно, мы держали их, но это было только начало. Нам нужно больше укреплений. Давай еще турельку поставим. Вторая волна как раз. Сейчас посмотрим, на что хватит. Не могу поверить, что Джин дошла до этого. Давай мы вот так вот ее бахнем. Я думаю, нормально. Ясно, ящик неубиваемый. Ну, еще посмотрим, что можно влепить. Там где-то вот на миномет мне не хватает. Ладно, тогда 2 колючки еще поставим, да и хватит. Чё. Можно, ну давай прям туда и влепим. Как-то так. Чтобы уж наверняка они близко к нам не подошли. Это были случаи. И все, и не хватает. Как угодно. Нет, так нет. Осколочная. Берем их. И вот эти еще берем. Все, в принципе, я готов. Мне бы сюда еще наверх пушечку бы какую. Давай, полетели. Мы готовы, просто не подпускайте их. Они уничтожили главные ворота. Турель пока молчит. А чё она не стреляет? Может, я ее просто за заграждение поставил? Ей не видно, типа. О, полетела. Ну, наконец-то. Ты турель-то мою не трогай. Ушлые какие. Пизда турели. Охренеть. Просто за 2 удара ее разбили. Плохо. Будем так отбиваться. Я так полагаю, что 3-я у нас волна будет. Давай за патронами. Тупы неактивны. Ну да. Ожидаемо. Они прям организованной толпой топают на нас. Потихонечку. Да, и второй турели тоже хана. Сейчас долбанет. Валим. Охраняйте наших людей. Да мы охраняем. Черт тебя дери. Страж активирован, обнаружены цели. Коннику башку снесли. Коня-то за что? Он так серьезно ворвался с 2 ног, как будто сейчас он просто нас будет разматывать. Вот и все, весь страж.
Ну, шарики это такое. Как говорится, мелочи приятно. Все. Бля. А чё вы их подпустили-то ко мне? Охранники сраные. Зарядиться особо не дают. Ну и чё? Я понял, я туда не выхожу вообще. О, теперь их двое. Но в принципе с левой стороны патронов вполне достаточно, чтобы все волны отразить. Ну если, конечно, тут их не 50 будет. По 2, по 3-то делов. Но. Отключить ему щит. Да логично сейчас. Если бы он другой не доставал сразу же. О, ход пошел. Мощный пух. Все, мы держали эти чертовы DB опять. Ты ведь знаешь, будет только хуже. Внимание, чините что можете, что не можете, заменяйте быстро. А, третья волна будет. Хер его знает. Ну давай так. В коем случае, я ведь прорвался, что-то там. Ты кровью истекал, когда вернулся. Я порезался, когда брился. Ладно, я не буду, короче, читать этот болтовню тупой. На что нам еще хватает? И на турельку. Давай, с одной стороны миномет поставим с шокером, а с другой стороны турельку. Можно даже как-то... Ну вот так. А то они что-то в прошлый раз очень борзо ее расколотили. Просто один подбегает, 2 удара и хана. На что больше бабок не хватает. Хорошо. Давай. Что там? Может взять что-нибудь поприкольнее? Да блин, патронов маловато к этому карателю. Так-то он вроде неплох, но быстро кончится. Мама, они уничтожили архив. Только данных, но не книг. Тех, что отец спас после Хасинта. Кейт, все, внимание. Кем они там воюют-то? Они как-то идут и в сторону смотрят. Понятно. Они там больше на турели обращают внимание, походу. Все, хана турели. Десантные капсулы. Да, хана турели, короче. Чё я их ставлю вообще? Просто чтобы их разбили в первые 2 секунды. Все, сейчас долбанет. Все, он там на кого-то сагрился, давай добьем. Чуваку там вообще не повезло. Там же по-любому вторую турель уже захерначили. Блин, шарики еще. Так, один там с пулеметом прямо идет. Все, хана, патроны кончились. Давай так.
А, ну все, он там полетел взрываться. О, тут их просто орда. А чё вы их пропустили-то всех? Чё за несерьезное отношение? Да, турели уже давно сломали. Трикшот. Ну-ка, иди-ка сюда. Пошла, так сказать, в ход артиллерия. Перегрелся. Да, у меня тут жизни немного. Давай. Прям как Терминатор во второй части. Тихо. Стоять. Ну, поднимайте, чё. А ты чё ты свой трешот-то бросил? Давай, мочи. Сейчас долбанет. Все, нет патронов. Так, ну тут по-любому, да, опять вагон. Вон, один уже прячется тут в наглую просто. А вот лошадку жалко. Все, да? Ну, наконец-то. А, это последняя. Отличная работа, молодежь. Успел перед катсценой патроны собрать. Сейчас бы опять пустой побежал вот на следующую эту главу. Вот черт, JD, приближается буря. О боже. Ты сказал, что вы сможете украсть фабрикатор, не привлекая внимания Джин. Мам, вы вообще слушали? Фабрикатор тут ни при чем. Тогда что вы наделали? Джин обвинила нас в том, что мы похитили ее людей. Ага, что бы это ни значило. Я говорила вам, не заставляйте меня жалеть, что приняла вас. Мама, ты же сама знаешь, что это ложь. Почему нам не наплевать? Потому что это приведет к войне. Вы трое. Тащите фабрикатор к электростанции и подключите его. Вы же понимаете, что Джин вернется, да? Нам нужно уходить немедленно. Нам нужно восстановить энергоснабжение. Отлично, как скажешь. Короче, с мамкой поругались. Ты увидишь силы коалиции, включай тревогу. Слушаюсь, мэм. Эй, ты всегда говорила, что этот день настанет. Именно поэтому надо действовать по плану. Темнело. Слушай, а побыстрее никак нельзя? Да, я знаю, лучше она не становится. У этой штуковины был непростой день. Ну что ж, она может вступить в наш клуб. Почти готово. Так, JD, давай к тому выключателю. Пантера какая-то носится. Так, врубай. Надо же. Ребята, скажи честно, в какой момент ты засомневался, что я справлюсь? Ты что-то трогал? Что? Там что-то есть. О, ну. А кто нас закрыл-то? Мамашка. Кей, слушай, ты должна спрятаться, а потом беги. Что ты делаешь? Кей, ты должна... Мама! Но не эта штука, по-моему, у нас носилась. Там кто-то с хвостом бегал. Вот этот хрень на крышу залезла. Хера она как самурай просто. Брюшко разрезала ему. Но у нее и катана тоже там сантиметров на 30, по-моему, ножик. Пусти меня, поскорее. Пацану тоже хана.
Сейчас маманьку-то завалят. Рейна. Беги. Куда она с ним, на него с ножом прет, я не понимаю. Все, Борачо покойник. No. Сейчас и мамашу тоже зарубят, походу. Это прям немезец какой-то. Зачем она их закрыла? Всю, ребята, судя по звуку, их там десятки, даже сотни. Это целый рой. Что за дела, дружище? Трофей. Отковырял себе. Мамашу утащили-то, понятно. Но, по-моему, она еще жива. Показали бы то, что она мертвая. Мамашка жива, но если бы она их не закрыла, они бы по-любому ей помогли от этого немезица отстрелиться. Скорее за ними. Мы понятия не имеем, куда они направились. Послушай, Джин нам поможет. Джин пытается нас убить. Кейт, послушай. Слушай, тебе это не понравится, но я знаю, к кому мы должны обратиться. Люди Джин смогут с этим разобраться. Слушай, ты не хуже моего знаешь. Дэл, нет. Он сможет нам помочь. О ком Дэл говорит? Эй. Он сможет нам помочь или нет? Да, сможет. Но вот согласится ли? Дай-ка угадаю, они пойдут просить помощи у Маркуса Феникс? Не исключено. Акт 2, глава 1, блудный сын. Вместе с Траунд. Ну. Ты сказал, что он будет дома. Он дома. Он всегда дома. Дом с виду заброшен, потому что он живет не здесь. За мной. С ним иногда такое бывает. Скоро узнаешь, почему. Потрясающе. Осмотрите поместье. Он собирался все тут починить. Идея была такая, да, лет 15 назад. Значит, ты вырос здесь? Здесь я родился, а вырос в интернате. Ну, наверное, главное, это двери глупо будет идти. В обход, он туда, где фонарик с камерой стоит. Здесь всегда так было? Нет, у меня с этим местом связано много приятных воспоминаний. Жаль, я не могу их... Что-то там. Добро пожаловать домой, Джеймс. Как ты узнал, что мы здесь? Это что-то новое. Не так уж и новое. Папа, нам нужна твоя помощь. Хватит, я уже достаточно тебе помог. В этот раз я не бегу от коалиции. Дэл, ты в этом замешан? По самое не могу. Ты должен был следить. Ты знаешь, что это невозможно. Я бы представился, но вам уже пора.
Джей Ди, покажи ему. Что он мне должен показать? На нашу деревню напали, забрали мою мать. Забрали? И всех наших друзей. Папа, ты должен выслушать. Нет, это ты слушай. Я говорил тебе не идти в армию. А что ты сделал? Папа. Просил, чтобы ты не уходил к изгою. Говорил, что коалиция будет искать тебя. Помогло? Просто помолчи и взгляни на это. Это Маркус Феникс, кстати. Старенький, правда. Пьющий. Дерьмо. Народ? Кажется, ты говорил, что от коалиции вы не бежите. Ну, это не совсем так. Черт возьми, Джеймс. Серьезно, опять эта баба? Сейчас опять и башку снесут. О, лейтенант, пора нам закончить тот наш разговор. Джин, послушай, ты понятия не имеешь, что здесь произошло. Это бунт. И возглавляет его некий Джеймс Доминик Феникс, сын старого солдата, который прославился своим скверным нравом. Кстати говоря, как поживаете, сержант? Простите за дверь. Не парься, мы все равно собирались уходить. Должна сразу предупредить, сержант, если вы согласитесь помочь этим дезертирам, я больше не смогу вас защищать. Да, то-то же. Ах ты, сукин сын. Я говорю, больше минуты с ней никто не разговаривает. Ее убивают сразу же. Всем отрядам, огонь по готовности. Главный дом, вперед. Маркуса Феникса было тяжеловато узнать без его амуниции. Как хорошо, что ты еще умеешь ладить с людьми. Идите к черному ходу. Все, давай поближе. Чуть-чуть. А куда там шарик наверх улетел? Или мне показалось? Бля, поднимайте. Давай пересидим. Чуть-чуть. Вот опять мне дробовик навялили. Ну зачем? Вот зачем он мне? Придется ближе идти. Кто-то гранатку не докинул, ребята, вы че? Не докрикомки, что ли? Пошли патроны собирать. Ну, хоть что-нибудь. Вот, каратель. Чик. Что там наверху? Семейные реликвии. Мне бы семейного лансера бы взять. Патронов ни хрена нету вообще. Сотня. Ну, что с ней? Что я с ней делать буду? Еще немножко. Еще соточка. Все. А столько народу было, блин, просто. Человек 10, наверное, было киборгов. Робота. Да не суть, короче. Ты подойдешь или нет? Давай до конца уж дробовик израсходуем. 9 патронов, конечно, это ни о чем. Забил. Давай, карателя. Еще. Ну, они сюда. Тихо. Патроны. Снайперка.
Ну, чё, давайте, поднимайте кто-нибудь. Чё они тут со снайперками делают, я хрен знает. Полезай. До свидания. Есть чем поживиться-то. Каратель. И это что тоже. Жалко, что я не могу два карателя взять с собой. Давай сюда, не жди, пока я от старости помру. Батя какой нетерпеливый. Блин, хоть в натуре сам. Бери снайперку. Ты говорил, что нам нужна моя помощь. Так что это была за книга? Я, кстати, так и думал, что это именно она. Она больше всех светилась. О! Ну, наконец-то. Вооружены до зубов. Наконец-то нам дали броню герзовскую. О, да, такие семейные реликвии мне по душе. Ты сохранил нашу броню. Я знал, что ты вернешься и, скорее всего, будешь в беде. Даже женская вид брони есть. Видимо, мамки, что ли? Дай-ка достану. Такое чувство, будто я надела на себя дверь. Хорошо, так и должно быть. Тыловые снайперы. Особенно бумстик. А, что-то 12 КФ. О чем, кстати? Что значит А, 12 в КФ? 1-2. Так, что это такое, говорит? Просто прошу вернуть должок. Кстати, о долгах. Ты, наверное, хочешь что-то там. Спасибо, дал. А, точно. Как же. Хорошо. Пора представить новым бойцам коалиции Старую Гвардию. И выгнать этих жестяных дурней из моего дома. Как же Маркус Феникс и без банданы. Хватайте то, что может понадобиться. Тут всего предостаточно. Ну, наконец-то теперь можно этот дробовик идиотский слить. Осколочный. Берем. Снайперка ни о чем. Это маркиза не очень. А вот Хаммерберст этот мы возьмем. Потому что у него хорошая убойная мощность. И все. Лансер. Модифицированный лансер. Сколько максимально патронов у него? 560. Вот эта пушка по мне. Еще какие-то патроны. Думаешь, будут флешбеки старого? Ну, в принципе, вот я играю как раз за его флешбэк. Ему примерно, этому флешбеку, ну, по виду лет 20 с хером, 30. Хотя Маркус 17 лет назад войну с Саранчой закончил. Ну, как этому человеку, за которого я играю, ему может быть 17 лет? Ну, то есть ему еще же Аньке нужно было залететь этой, родить. Странно. Так, и что, все, выходим. Да. Вот лансер крутой. О, тут же отъехал. Бабенция там прям пилит. Да старый сам как флешбэк ходячий. Ну, может быть, особенно с такой бородой. Так. Доберитесь до грузовика. Обещаю, на этот раз вы просто так не скроетесь. Черт возьми, я только привел его в порядок. Ладно, новый план. Сбиваем пустельгу. Вертолет называется Пустельга? Или Пустельга? Сержант, эта игра мне надоела. С домом поаккуратней.
Да там уже от дома ни хрена не осталось. Весь второй этаж полностью раздолбан. Давай, мочим вертолетик-то. Я бы еще обратно в этот погреб его вернулся, чтобы пушки восстановить, патроны. Это все? Мы справились? Я так не думаю. Ну как? О, еще шариков подвезли. Прям ближний бой. Флэшбэк старого прилетел. Сколько, интересно, лет тогда Маркусу Феникс? $50? Ну, плюс-минус. Ему около полтинника. Так-то у него должен уже песок из жопы сыпаться по чуть. Судя по тому, что он в прошлой части херни-то и надышался эмульсией. Он типа одной ногой в могиле должен быть. Оу. Стоять, дочка. Распиздючили весь дом. Хуйня, Маркус еще построит. Ну, хотя бы не с тюрьмы начинается эта часть. А то, что первая, что вторая, что третья, Маркус в тюрячке просто на параше там чалится. Ракеты в укрытие. Все нормально, я уже в укрытии. Я тут патроны собираю. А мы еще вертик не развалили, что ли? Я думал, он все. Я думал, он уже стал флешбеком. Все. Блять, нет. Воу, воу, воу. И все ракеты у меня. Я, блядь, что тут один воюю, я не понимаю. Первый почему-то у нас отлетел гораздо быстрее вертолет. Ой-ой, плохо дело. Вот дерьмо. Папа, коалиция все еще нас ищет. Такой грузовик только что взорвался, а дом горит. Есть запасной план? Да, есть план Б, только он в подвале. Берите патроны и валим отсюда. Я давно уже это сделал. Так, ну чё, веди, старый, где у тебя там самогонка? Почему-то я не сомневался, что какая-нибудь падла сейчас вылезет. Бум. Блять, вы долго будете у меня перед огнем-то бегать? Все, ща бахнет. Чувствую, придется еще раз вернуться. За патронами. А, нет, а вот они валяются по дороге. Чик. Все горит к чертям. Ни хрена не вижу. Тихо, перекур. Я даже пока перезаряжусь. Дальше, в принципе, восстановления ХП ровно хватало настолько, чтобы ты успевал перезарядиться. План Б, снимаем штаны, выбегаем, наверное, да, из здания и кричим: не стреляйте, мы нудисты. По крайней мере, не стреляйте, типа, я вам член пососу. Ну, типа, не бей, лучше обоссы, знаешь. Я это что, вертолет прилетел? Окей. Ого, пронесло. Папа, что ты делаешь? Это же тупик. Уже нет. Ну, у старого нычек-то полно, естественно. Ты сделал спасательный туннель из собственного чего-то там. Просто иди за мной. Да. Если он тут жил, когда был маленький, какого хрена он удивляется всем вот этим вот плюшкам? За каким чертом ты это? На всякий случай, думаю, это важно.
Но вместо этого ты бы мог наконец привести в порядок все. Нам бы это сейчас здорово помогло. Парни, стоп, поболтаем-ка, не знаю о монстрах, которые только что утащили наших друзей. Как отсюда выберемся, займемся ими, а пока вперед. Кстати, а чё они штанишки не одели? Броня, значит, у них нагрудники висят, а где штаны, ботинки борзые? А если ногу отстрелят? В первой части так вы там прямо как эти. Память как у рыбок. Как у мышей. В первых 3 частях у них там были, знаете, серьезные такие тоже бронированные штаны, они их еле передвигались в них, и ботинки были крутые. Если повезет, Джин решит, что мы так и не выбрались, но она все равно обыщет весь участок. Значит, позаботимся об этом. Сейчас просто я не знаю, если он бабенцы и ногу отстрелит, она долго это не протянет. Какая-то невнушительная все равно броня, но тем самым они сделали такую отсылочку на предыдущие части. Нудисты. Тогда бы они хотя бы как... Они эксгибиционисты. Броню растягивают, а там ничего. Как и сказал, добро пожаловать домой. Ладно, похоже, мы оторвались. Срежем через сад. Пошли резать, старый, ты чё? Ёбу дал. Эй, огородник. Может, ему треснут? Дайте я распилю жопу. Жом. Можно газовать, как на мотоцикле. Добро пожаловать домой. Вы спаслись из дома своего детства. Хорошо. Что-то фэпасы просили. А, все нормально. Мы ни от кого не оторвались. Приближается кондор. Кстати, чуть-чуть не особо хорошо игра оптимизировала. Бывают просадки фэпаса между сценами. Хотя, может быть, это из-за качества стрима. О, гранатку кинули. Вот здесь еще парочка сидит. Сиживает. Все, нормально. Жалко, что патронов больше не подрезать. А вот ящички валяются. Уже чуть-чуть почаще. Чуть-чуть почаще патроны дают. Приближается страж. Я не знаю, они прям такой акцент делают на вот этих летающих дронах, что полный пиздец. Ничего в них особенного нет. До этого жуки летающие были. У него, кстати, меньше патронов влезает, чем вот у этих вот чуваков, которые идут на нас прям с дробашами такими здоровенными. Вот эти вот. Вот по ногам им лучше мочить. Да, вряд ли. А с него выхлоп гораздо сильнее может быть. Потому что они бегут на тебя и потом взрываются еще. Пап, откуда, черт возьми, что? Камбару. И где же он? На другом краю поместья. Хрена у него просто участок, я смотрю. Он, походу, не зря в тюрьме сидел. Там десантный. Вот дерьмо. Они мне все долбаные помидоры потопчат. Да, кто о чем, я о собачке. Старый про помидоры беспокоится. За что у него полдома расхуярит, так это ничего. Но он потом сынульки, наверное, подзатыльник все-таки треснет.
Another Concord. What the hell did you guys do? Funny story, Dad. We have no Все, пизда помидорчик. Улезай. Ну-ка, давай мы ближе еще пойдем. А это что-то они как-то борзо тут заныкались. Свидули. И последних два, да? Вот здесь еще, по-моему, да, один. Вижу. Сучок. По-моему, неважно, это ты в будку стреляешь или по ногам. Один хрен, короче, они примерно одинаковое количество патронов в себя впитает. Ты заебал за мной бегать. Пошел отсюда. Да иди отсюда. О, все помидоры разлетелись. Ну да, достреливать его смысла никакого, потому что он просто уже ничего не впитывает в себя никакого урона. Там хоть застреляйся, он пока не добежит до какой-то определенной точки. Старевший лансер. А зачем ему в палисаднике автомат? Он на помидоров убийц, что ли, охотился? Просто говорит, идите по тропе. Пошли. О нет, к нам движется энергетическая буря. Прямо отступить к теплице, живо. Нет, в сарае будет безопаснее, мы уже почти на месте. Вы слушайте деда, он по-любому шарит, где прятаться. От бурь там энергетических. Отлично, а теперь внутрь. Эй, я один не справлюсь. Кстати, интересно, старый тоже звал подмогу каждый раз, когда ему нужно было в амбар попасть. Так, вот патроны это хорошо. Давайте я стража вашего раскирачу. Блять, чувак, ну ты меня вынуждаешь. Перекур. Сосредоточить огонь на щите. Бля, поднимайте. Эй. Спасибо. Теперь что-то побольше патронов, по-моему, улезает вот в эти дроны. А может я мажу просто часто. Хер его знает. Поднимай. Ну, я не знаю, 5 человек-то в одного дрона, я думаю, должны прямо его 3 говна откарабашить. Наконец-то. Страж уничтожен. Это последний из магикан. Все, хорошо. Это все. У Маркуса тут винишка, я смотрю, хранится. Сперва мои помидоры, а это еще что? Пап, буря не утихает, надо идти. Нет, надо копаться здесь и переждать. А это здание не слишком деревянное? Выдержит. Ты в этом уверен? Выдержит. Тупой идиот. Ничего она не выдержит. Приближается кондор. И кондор падает. Резь. Кстати, ну, наверное, тут не первый же раз энергетические бури. А зачем он строит себе деревянный домик? Он что, книжку сказку не читал про 3 поросят? Чтобы ни слова. Давай-ка мы поищем патроны. Кажется, здесь что-то случилось. Можем ли мы чем-нибудь помочь?
Только посмотрите, пожарные уже прибыли. Time to go. Пора идти. Последний недобитый остался. Тоже нормально. Почти 200 патронов. Здесь нужна помощь. Продолжайте двигаться к амбару. Неплохо так чувака распидорасил. Ого, давай. Ух, у меня от этих штук мурашки по коже. Я помню времена, когда DB были прекрасными сборщиками мусора. Я протестовал, когда появились пастухи. Не помогло. Внимание, еще DB. Прям как футбол мячиком. Там кого-то взрывом отнесло неплохо. Давай, давай, давай. Короче, он дважды примерно всегда открывает щит, а потом только ты его мочишь. До свидания. Как-то чувак не очень удачно укрылся. Давай, наверное, поближе чуть-чуть подойдем. Далековато стоят они. Еще должен быть один слева, один справа. А, вот он. Шарики. Я надеюсь, справа там этого челика-то убили. Нет, он просто спокойно стоит, стреляет. Давай распилим его. Понятно. Он решил перезаряжаться вместо того, чтобы пилить. До свидания. Еще один тут сидит. Дай-ка мы сначала патроны подберем. Все. Все же? Да, все. Итак, сколько у Джин этих ботов? Видишь ветряную мельницу? Нам туда. Я думала, мы идем к амбару. Так и есть, только они стоят впритык. Да, все-таки саранчу повеселее отстреливать, чем киборгов этих, роботов. Это твое родовое имение, Маркус? Нет, оно принадлежало семье моей покойной жены. Маме здесь нравилось. Я рад, что она не видит всего этого. И я тоже. Ага, это Анькина, короче, поместье было. Ну же, мы почти на месте. Я и забыл какое-то место большое. Да, но с каждой секунды оно становится меньше. Эй, ты это слышишь? Пустельга. Пустельга или пустельга? Ну, не... Развлекаешься, Джеймс?
Конечно. А что? А ты? Всегда рад тебя видеть. Они всегда себя так ведут. А обычно криков больше. Идите вдоль русла реки. Как обычно, шарики. Кстати, да, вопрос на миллион. Когда мы уже начнем саранчу истреблять? Еще один транспорт. Тут толстяк. Черт, я ранен, говорит. А что ты туда поперся-то так близко? Слушай, ну патронов пока вдоволь дают вполне. До свидания. Сейчас я от этих отобьюсь и еще возьму патронов. Уничтожен еще один пастух. Че? Кто стреляет? Вы испытываете мое терпение. Тихо. Пригнись. Решил Вольфенштейн пройти повторно. А я вот тут сегодня скачал Days Gone. Я вот его решил повторно пройти. Его же хорошенько патчами поправили. После того, как я его на плойке играл, он сильно изменился. Поднимайте. Хана. Разбили ящики. Отлично, он точно ранен. Откуда она знает? Рановато, наверное, я патроны взял. Можно было бы побольше себе в карман запихать. Тихо. Давай, вылезай. Что-то это уже третий вертолет, и они все жирнее и жирнее, по-моему, становятся. Оп, 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 оп. Все. Подбили? Нет, ни хрена не подбили. У него башка торчит, почему ее не снесло? Там такой вот этот летел очередь. Нет, походу надо отсюда выходить как-то. Давай, 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 давай. Ну. Наконец. На работе нет ПК, это жалко, конечно. Он бы там очень пригодился. Пустельгать что-то. Ладно, в том амбаре. Парочка мулов. О, это будет хорошо. Блин, устаревший лансер. Не пойдет. Ладно, может получится набрать патронов. Модифицированный. Устаревший каратель. И все. Да, на работе было бы прикольно, знаешь, делать нихер. Смена спокойная. Засел, комп, полобал. Вот и смена быстрее пройдет. У меня таким образом где-то около 10 лет ноутбук был на работе, находился. Потом я его решил домой отволочь. Я много игр на работе прошел, помню.
Проверитесь через овраг. There's not much shelter. Между нами и амбаром негде укрыться, надо спешить. Угу, нам туда. Jen's got us surrounded. Джин нас окружила, что дальше? Let's divide their fire. Попытаемся их разделить, Джеймс. В какую сторону берем? Дорога, русло. Да давай по дороге. Мы будем слева. Кейт, Дел, вы идите направо. Поняла? Разницы-то никакой, как тут пойдешь. Короче, погнали отстреливать сначала этих. Блять, я слишком близко. О, мы с батей идем, кстати. Хорош, долбанет. Полезай. Ладно. Давай ближе подойдем. Хорош. Что-то вот буря это не очень. Не очень мне нравится. Оу. Когда мне с одной пули прилетело урона. Проклятие, ворота не открыты. Со всей стороны ничего не делать не сможете. Справа, с правой стороны. Ну, поехали. Один. Подожди, патроны вижу. Второй. Все, такое ощущение, мы, по-моему, и справа, и слева зачищаем одновременно. Хорош. И патроны заодно. Таким, говорит, нельзя разбрасываться. Согласен. Нет, не присматривал к клону Steam Deck. А что там, есть что-то серьезное, на что можно обратить внимание? Не знаю, я вот подумываю насчет... как его? Nintendo Switch. Насчет свитча подумаю. Открыто, вперед. Вот это я подбивать пока не буду. Теперь нас, по идее, вот сюда. Вот дерьмо. Ворота заперты. Может их с другой стороны открыть? Я понял. В принципе, на Nintendo Switch много игр-то выходило. Выходит. Порты вполне нормальные. Все работает. Правда, не в таких лютых разрешениях, как у Steam Deck, конечно. Да и фэпосы похуже. Ну, правильно. И игры-то урезают. Чтобы они на картридже влезали. О, сколько друзей прискакало сразу. Все попрятались. -1, еще трое. Двое. Последний. А давай бегом, наверное, да? Хотя, блин, надо патроны посмотреть. Чик, вот. Я не зря туда заглянул. Сколько у нас еще тут народу? Одного, второго, третий.
Давай ближе. Что-то он далековато находится. Блять. Все, перекур. Пойдет. Все, по-моему, он последний. Норм. Папа, грозовой фронт приближается. Так, идем через ворота, надо добраться до амбара. Ну, тут двоих надо. Будем ждать, пока кто-нибудь не поможет. Прорвитесь сквозь бурю к амбару. Серьезно, мне женщина помогает. Я бы сейчас ломанулся как раз под эти молнии. Избегайте молний, используйте укрытие, чтобы передвигаться эффективнее. Ну, нет, молния все-таки дважды бьет в одну точку. Мы уже почти на месте. Блин, ну хрен знает. Как-то так, потом сюда. Стой. Падла. Там была такая Г-образное укрытие, но я прилип к другому углу. Вот, слушай, по-моему, тут можно. Да, с правой стороны куда лучше бежать? Прям по краешку. Чик. Все, нормально. По левому, по-моему, вообще там делать ничего. Внутрь живо. Тоже 8 глава. Ну, актов-то все равно будет 5, как ни крути. Сержант, вы полностью окружены. Все вокруг горит, и ваш дом. В общем, он уничтожен. Все это не доставляет мне никакого удовольствия. Если вы сейчас же не выйдете, я снимаю с себя всякую ответственность за все, что случится дальше. С вами и с вашим сыном. Ну. Херак. Бля, дайте на мотике покататься, будет клево. Вот что на мотоциклах я еще не катался. Ах ты старый ублюдок. За ними. Ну, твой великий план побега не сработал, а они у нас на хвосте. Да, Джеймс, я заметил. Рули давай. Черт, что это было? Пламенный привет от Джин. Называется Гриф. Милашка, правда? О, на этом. На мотике гоняем. Ну, в принципе, управление нормально. А стрелять кто будет? Стреляет батя, походу. Да, у нас со спины. Враг по курсу. Расчистите путь. Так, а нахрена? А, вот теперь точно можно. О, куда мы направляемся? Порт Ривал. Там же ничего нет. Это историческая достопримечательность. Тихо. Не важно, что там. Важно, что под ним. Не важно, кто мы. Важно, какой у нас план. Вон дамы терминаторы пришли. Да, кстати, вот тут прям просто с терминаторами какими-то воюешь постоянно. Я говорю, то, что саранчу было повеселее отстреливать, когда у него там можно их пилить там и все такое, кишки, расчлененка, а тут как-то киборги, роботы и что-то как-то хуй знает. Ну, так-то, по сути, не один да хер. Я не знаю, может быть, цензуру или решили замутить, поэтому поменьше расчлененки. Эй, Гриф вернулся. Может быть, потом будет больше саранчи. В первой части, когда на машине ехали, это было куда медленнее. Тут прям экшен-экшен. Чё, сворачивай. Джеймс, аккуратней, деревья. Я не в дерево попал, я попал в стенку. Поздно крикнул. Ладно, тут контрольная точка была рядом. Я, наверное, не буду читать пока субтитры. Лучше доехать аккуратно.
Тут и там как бы скорость приличная. Пошли вы в очко со своими роботами. Hang on back there. Прыгать ничего не надо, да? Ну, он делает это автоматически. Я, говорит, еще такой посадки не выдержу. А что с ним будет? Отобьешь себе яичишки? Снова зажигательные. По-моему, тут уже незачем зажигательными бомбить, и так все горит к херам. Вот дрянь, внимание. Полет. Ага, да! И вертик за нами. Все, уничтожьте пустельгу. Понятно. Сейчас в этот вертолет надо будет 10 тысяч миллионов патронов влить. Причем на скорости. А я еще и этим, как его, да, и мотоциклом управляю. Ну такое. Так-то можно и в дерево въебаться. Ну или вот в шарик такой. О, что-то подбил. Бля, мы в тоннель заходим. Фу. Ностальгия пиздец этой. Туннель шушится. Этот гриф, ты что, издеваешься? Блядь, пизду. Я буду выворачиваться. Перезарядочка. Красиво тут у вас. Ладно, хватит с меня этого. Эту хрень нужно остановить. Бей по двигателям. Ну давай. Оп. Fire in a hole, как говорится. Да, тут еще надо и стрелять, и одновременно уворачиваться правым глазом. Так можно косоглазие себе заработать. Потом, кто последний к офтальмологу? Бляха. Тут еще какая-то падла. Ой, идите нахрен. Тут еще наши тут впереди меня едут, ничего не видят. Эй, как долго мы так долго, говорит, не протянем. Это, видимо, я должен субтитры третьим глазом читать. Шоколадным, наверное. Блять, у него долго будет мы еще? Мы еще долго будем в один движок палить? Пап, ты стрелять разучился? Цепься давай. Пошел ты нахуй. Пиздец. И этим как его, и мотоциклом управлять, и уворачиваться от выстрелов. Сюда тоже надо стрелять. Так. Ну все вроде. А во второй движок я не стрелял. Это не моя вина. Почему он дымится, я не в курсе. Давай, пап, надо что-то сбить этого грифа. Так, а что мне по движкам ему мочить? Ого, получил. О, теперь по-любому в центр надо мочить. Шоколадный глаз, ничего не есть. Надо это, линзу купить. Одну большую такую. Тоже шоколадную. Бля, так у него тут везде объекты для прицела. Ну а мочить вот так, гриф падает. Но все равно надо мочить его преимущественно в центр было. А тут уже похер. Тут просто достаточно увернуться. Ура! Дерьмо кричат. Вот это было весело. Да, кстати, неплохо. Неплохо. На мотике мне понравилось. Третий акт. Почти полночь. За 3 часа 3 акта. Дальше идем пешком. Думаешь, Рой окопался в том... Чего? Что? Рой. Так мы их называем. Рой, а? Ладно. Не думаю. Нам надо пройти через форт и выйти к заброшенной осмиевой. Потому что после войны коалиция тоннами сбрасывала туда мертвую саранчу. Если ваш Рой как-то связан с личинками, то мы это узнаем. Пошли. Маркус, это захоронение саранчи. Ты там бывал вообще?
Один раз, 15 лет назад, мы с матерью Джеймса там контролировали процесс. Личинки на тот момент уже все покрылись этой хренью кристаллической, так что мы их просто замуровали и ушли. Я пока тут субтитры эти длинные читал, чуть не задохнулся нахуй. Старые аркады напоминает. Ну, знаешь, вот это мне сейчас напомнило сцену в 4-м Uncharted, когда нужно было тоже там и вперед отстреливаться, и назад отстреливаться, и везде отстреливаться, еще и за рулем следить. Вышли они, нет, с большим промежутком, года 3. Пока не знаю, в старости есть одно преимущество, можно не иметь точку зрения по поводу всего на свете. Ну да, не имей 100 друзей, имей пенсию 25 тысяч. Может, бате жопу прострелить. Потом пускай хромает. Ну хорошо, что мне дробаш не навялили опять. Слава яйцам. Ветер крепчает. Да, но пока никаких причин для беспокойства. Глядите в оба. Стоп, это что такое было? Это мы скоро узнаем. That didn't sound like an Судя по звукам, это не животное. Я этого не говорил. Hey, there's water. Эй, здесь есть вода. Готов спорить, подхватишь дизентерию. Let's assume I'll Предположим, я выживу. Так давай напьемся и передрищемся просто. Или чё, командиры в кустах не слабятся? Эй, что за... Думаю, над нами кто-то есть. Да, я знаю, не дергайся. Мега поросенок. О, черт. Там кто-то с правой стороны хрюкал. Парни, энергетическая буря и идет всех наверх. Быстро в форт. Пизда, все завалило. Филипп? О, да ладно. Думаешь, мурдалак? Да не, я думаю, это мега поросенок будет. Найдите укрытие внутри форта. Потому что я реально слышал, как кто-то заверещал, как свинья. Убежище уже неподалеку. Вау. Нихуя там стигает разрядами. Эй, помогите мне с этим. Гейская буря, да. Гейская. Как может быть буря гейской? Что ты? О чем ты говоришь? Она с вами, детишками, чё? Последнее время точно. Здесь можно переждать энергетическую бурю. Ни у кого нет аллергии на пыль, верно? Которая у тебя из жопы сыпется? По-моему, от Маркуса Феникса уже давно нафталином несет. Что это? Понятия не имею. Посмотрим, куда оно нас приведет. Оно светится. Вот эти вот кишки светят. Бля, я думал, это провода какие-то. Сюда. Бля, какая падла. Вот это у них от плесени, что ли, от сырости завелось? Пенсия 25к это еще хорошая. У нас за какую зарплату получают в России, а то и меньше. Да, допустим, в средней полосе вполне нормально 12 тысяч зарплату иметь. А пенсия, представляешь, да, какая будет тогда? Десятка. Ну, может, прожиточный минимум, там, 13 тысяч, допустим. Ты в порядке, но я весь в этом дерьме. Но теперь ты светишься, так что ничего. Бля, ну это из разряда, короче, как у нас этот, как он, в чужих тех же самых, там, не знаю, завет, там, как он. Да просто в первой части, когда чувак подходит, видит какая-то жопа, ну типа кокон какой-нибудь, но обязательно туда надо жало свое сунуть. Тут то же самое, он видит какая-то жижа подозрительная. Ну, конечно же мы наступим ногой. Ты, блядь, в своем уме? Получал 18 до прошлого года. Пиздец. Получается 2 раза, да, в месяц по 9 тысяч. Жопа. Стопудово же, да, на жизнь не хватает. Еще за квартиру надо заплатить, одеться там и так далее. Это пиздец. Пошли, чтоб туда не вылезло. Что-то не вылезло, короче. Вон там у нас какой-то этот коллекционный предмет опять.
Давай посмотрим, а то мне уже который раз показывают. А чё, тап не работает? Хуй знает, где эти коллекционные предметы. Но тап не пашет. Wait a minute. Эй, минуту. There's something in there. Там что-то есть. Cut it open. Скрой его. Not sure that's a good idea. Пап, не думаю, что это хорошая идея. Да, я тоже. О, запчасти. Ох, отвратительно. Nasty. Что это такое? Пропавшие люди Джин. Думаю, мы их нашли. У нее кишки прилипли. Harvesting us. Они собирают нас. If this is what happens to Вот что people- происходит с теми, кого они похищают. О боже. Кейт, соберись, мы вернем ее, ага. We need to find that. Надо найти эту шахту вперед. Угу. То есть мамку похитила саранча и утащила ее куда-то в шахту, чтобы потом из нее кокон сделать какой-то. Что снова коконы? Что здесь происходит? Так или иначе, это не саранча, я такого никогда не видел. Даже не саранча. Маркус Феникс в замешательстве? Дурной знак. Вот тоже какая-то хрень. Давай распилим ее. Прямо над нами. Я уже говорил, не паникуем, не останавливаемся. Хорошо, как скажете. Сейчас 43, можно переодеть запчасти. Да все равно, блин. По-моему, чтобы у нас комфортно себя чувствовать в России, чтобы, ну, тупо, когда живешь, чтобы ничего, ни в чем себе не отказывать, но на зарплату минимум 100. Меньше полтоса даже сопли клеить, и на потолок уже нет желания для кого-то. Ну, видишь, ты привык просто к северным зарплатам. У кого-то 30 тысяч, это уже охренеть какая зарплата высокая. Причем я уже не беру то, что там они не получают какие-нибудь квартальные премии, там 13 еще что-нибудь, вредностей ни хрена нету. 30 тысяч для кого-то это очень охуительная зарплата. Сотка, вот, я говорю, чтобы адекватно чувствовать себя, ну, ни в чем особо себе не отказывать, ну, типа, чтобы прилично одеться, допустим, и нормально питаться, 100 косарей, самое то, к сожалению. That thing's been Эта тварь преследует нас с тех пор, как мы сюда пришли. gonna flush it Я ее выкурю. Что? Как? Гранатой, блядь, естественно. Да, это сработает. out when it bolts. Когда этот гад выскочит, валите его, ясно? Got it. И есть. А он там наверху, да? Кто-то крякает. Слушай, это как пантера, вот эта вот скакала, которая в темном, на темном фоне. Ну-ка давай, это походу босс будет какой-то. Ну я даже вижу, куда ему стрелять. Пузика, пузика. О! Папки-то пиздец пришел. Бум. Сейчас и Маркуса, да, утащит. Нихуя у него вагина какая. Прям как у моей бывшей. Шлеп и в кокон его. Понятно. Вот так вот они людей воруют. Подмога. Бежим. Старый ноу. Дерьмо, черт возьми. Маркус должен был помочь нам справиться с теми тварями, вернуть мою маму. Черт, и что же мы теперь делаем? Эта штуковина, поверить не могу, она его просто поглотила целиком. Так, все, хватит, мы его потеряли. But he's not dead. Но он еще жив. Только в коконе чуть-чуть. People. Они похищают людей и используют их. We know that. Мы точно знаем, что этот процесс занимает какое-то время. So right now, Так что прямо сейчас мы должны вернуть папу, он нужен нам. we need him. And what if we can't get А что если мы не сможем его вернуть? Ну тогда мы сами по Guess себе. we're all alone out here. То есть серьезно? Ну, блядь, сейчас. Okay.
Ладно, теперь что? Now we go to where Теперь мы идем туда, куда его утащили. А это где? the same place he was Там, куда он хотел нас отвезти, место захоронения саранчи. То есть, серьезно, их ссаный отряд рассчитывал на одного старого пенсионера, который может просто, не знаю, подставить всю операцию. Ну, не знаю, такое себе. Мужика утащили одного, они раскисли. Блядь, мы теперь без бати, что делать, хуй знает. Он не успел дембельнуться, ему уже месяц до дембеля осталось. Но так-то старый уже на пенсии. Вместе с седой. All right, let's get out of here. Ладно, нужно выбираться отсюда, выследить тварь, которая забрала отца. Ну, давай. Guys, this way. Так, нам сюда. Странно, что это уже 3 глава, середина 3 главы. У нас не было еще ни одного босса. Sounds like they're moving deep. Похоже, они уходят глубже в форт. And so are we. Значит, мы тоже. Oh, О боже, один из этих коконов. pots. Ну так пилите, Шура, пилите, она золотая. О. Ему на вид было 866. О, какой. Прикольно ее. Это мутировавшая саранча. Такие классные ребята. Слюнявые, правда, но ничего. Слушай, отлетают быстро. What the hell are these things anyway? Прыгучие только, но... Ну да ладно. На геймпаде было бы сложнее в них попасть. Гораздо. О, как у него жбан лопнул просто. Dodge! Они уворачиваются. Да ладно, блядь. Я как будто не заметил. Вон он, прыг-скок по стенкам. Эх, чужики какие-то. Ну, черепа у них забавно взрываются. Хочу посоветовать больше не трогать коконы. Touch any more pots. There! Давай мы, наверное, пока двигать особо не будем. Пускай, наверное, все подбегут сначала. Оп. Сейчас я прочитаю этот такого. Отобьюсь от толпы. Прочитаю, что ты, Илюх, написал. Оп. И не вставай. Ну слушай, нам на троих в нашем городе около 150 вполне хватает. Вот только в том же в моем Воронеже, скорее всего, в моем Воронеже. Давно Воронеж твоим городом стал? Я вот, скорее всего, даже с таким семейным доходом, может быть, начать буксовать. Да и зарплаты там... Да, там зарплаты, естественно, будут меньше. По-моему, средняя зарплата для Воронежа 20-30 тысяч. Ну, хотя, смотря, я не знаю, чем ты будешь работать. Кем, точнее. Вот. На троих 150... Ну, в нашем хватает 150, во-первых, потому что не нужно тратить деньги на проезд. Единственное, что у нас продукты дорогие. Это да. Коммуналка, по-моему, такая же, как и везде. Плюс-минус там, ну, не знаю, 500 рублей. Ну, может быть, плюс-минус 1000. Отопление, кстати, у нас дорогое. Вполне. В Воронеже, ты видишь, у тебя уже доход-то 150 не будет, но. Вот в чем дело. Переезжаешь в Воронеж, у тебя, может быть, сумма сократится в половину запросто вообще, а то и больше. Благо, что есть машина, как бы, которая позволит перемещаться, допустим, хотя бы с работы до дома. А там эта вещь необходимая, иначе ты будешь еще и на проезд хрен знает сколько тратить. Ну, прям вот очень теплых вещей, к примеру, там не надо. Это небольшой плюс. Потому что там, ну, что, это Воронеж, что он максимум будет минус 15, наверное, всю зиму. Короче, есть везде все плюсы и минусы. Единственный плюс то, что у тебя там есть квартира. I'm not the only one. Давай еще кокон один распилим. Там никого. Давай еще. А все, это уже не объект. Что ж, очень жаль. Я думал, один кокон пилишь, а из него, знаешь, какая-нибудь
бледеныш маленький улетает, ты его убиваешь. Ха, прыгнул. Вот дерьмо, и ты в порядке? Думаю, да, но тут этого дерьма полно. Can you get back up? Можешь выбраться? Нет, спускайся сюда, только осторожней. Ну, давай попилим. Вот черт, что это была не шутка. Я хочу еще пилить. Why the hell would you do that? О, теперь нормуль. Теперь ты пилишь, а они вылетают. Правда, он вылетел как-то с другой стороны. И все, да? Другие я пилить не могу. Понятно. Короче, не будем страдать херней. Коконы не трогаем, просто идем вперед. То он баба уже беспокоится, говорит, нам нужно выбираться отсюда. So these pods, they're То есть эти коконы это инкубаторы. and they И эти твари из них лезут. Нужно найти отца как можно скорее. soon. А может он уже тоже в этом коконе. Просто прекрасно. Вот и чего? Соплеверть какая-то. Так, ну можно здесь, во-первых, распилить. А можно направо сходить. Чего? Кажется, это мне в рот попало. И как на вкус? А как ты думаешь? Плохо, наверное, да? Пахнет отвратительно. And now it's raining. И тут пошел дождь. Прекрасно. Как говорится, не нюхай, ты ешь. А, стоять, что это было? Вот он, вот он. Get after it! Ну же, в погоню. О нет, еще больше этих тварей. Сейчас отобьюсь, чат прочитает. У них, в принципе, траектория. Он делает 2-3 шага по земле, потом прыгает на стенку. Потом опять 2-3 шага и обратно на стену. Вот не очень то, что он по прямой не бежит, он скакать начинает. Это все здесь чисто? Похоже на то, да. Бассейн бесплатно, тренажерки не особо дорогие, куча всяких детских секций и занятий почти за даром тут. И там почти за все платить придется. Ну ты как хотел. Это еще с учетом того, то, что ты на комбинате работаешь, поэтому у тебя бассейн бесплатно. Тренажерки, кстати, платные, но не очень дорого, да. 1000, по-моему, 1500, по-моему, в месяц. Этого достаточно. Но, по-моему, в средней полосе там некоторые тренажерки дешевле можно найти. Куда куча всяких детских секций и занятий почти за даром тут. Да, и я бы сказал, что их не так уж и много, кстати. У нас тут секций. Бокс, кикбоксинг, это практически одно и то же. Баскетбол, по-моему. Я вот не знаю, у нас вообще остались ли футбол и баскетбол. По-моему, еще остались, но не знаю. У нас не так-то много, кстати. В основном все секции спортивные, как бы. Раньше у нас был какой-нибудь ТВ-модельный, фотокружок. Все ж позакрывалось к чертям. «15 месяцев 5К. Больная борьба. Ни хрена себе, за год. За год 5000. Да нет, кстати, нормально. Нормально, это недорого за год 5000 платить. Тут у тебя получается меньше косаря за месяц. Вполне ништяк. У нас тренажерка та же самая, пауэрлифтинг без тренера. Будешь заниматься железки тягать без тренера. То есть без всякого присмотра. Какой-нибудь пацаненок молодой пойдет такой, ну, железо тягать себе, повреждение какое-нибудь получит, и все. Никто даже и ответственный не будет. А тут вольная борьба. Нет, в этом плане, по-моему, получше у вас дела обстоят. Сколько у нас тренажерных залов-то, по-моему, 2 или 1?
Один в соке есть, один есть в уюте, но там, по-моему, с 18. Так вот, это с тренером. Когда тренер есть, это уже немножко другое. Тренеру тоже как бы надо платить деньги, но тем не менее, если ты тренеру платишь бабло, как бы, то и он занимается с тобой. А если ты платишь просто за абонемент, но за тобой никто не смотрит, и вообще там как бы ты сам себе предоставлен, то что это за хрень вообще? Просто можно очень серьезно повредиться, типа вот как у меня получилось. И все, и Барсик, и концы в воду, никто не виноват. До свидания. А то, что у тебя там произошла травма, ну, блядь. Что ж ты? Что ж ты полез железки тягать? Вот и все. Кстати, вот у нас кикбоксинг, по-моему, до сих пор бесплатный. Ну, бокс, кикбоксинг, по-моему, то же самое. Обе секции, по-моему, они бесплатные. Ну, там, может, максимум, я не знаю, рублей 300 в месяц. Они понимают, что туда будут ходить школьники, а школьники особо не платежеспособны. Типа того. Ну, бассейн бесплатный. Да, скажут, бывает. Подумаешь. А то, что ты себе травму на всю жизнь заработал, это никого не бьет. Бассейн у нас, по-моему, стоит 40 минут. 40 минут, ну, без шапки, без всякой херни, короче. 40 минут 150 рублей. На взрослого. На детского, по-моему, детский билет 110 рублей. Ну, не знаю, если не часто ходить, раз в неделю 100 рублей, по-моему, почему бы нет? Я думаю, в других городах бассейны там все рублей по 300 бывает. Но опять же, там сидит один инструктор у нас, но он поглядывает, как бы, но я бы не сказал, что прям пристально наблюдает за всеми. Ну, типа, ты не тонешь, ладно. Единственное, что ты когда в басик приходишь, если ты предупредил то, что ты плавать не умеешь, она будет за тобой чуть-чуть попристальнее приглядывать. Как бы ты точно не подохнешь. Ну и пасти с палкой она тебя тоже не будет. Но научить плавать могут. Просто вот. Просто потому, что ты купил обычный абонемент и нормально подошел к ней. Можно, кстати, месячный покупать абонемент, но он, по-моему, дороговато обходится. Дороже, чем... Ну, просто ты же не будешь каждый день ходить. Игрушка скачалась, пойду играть. Давай, счастливо. Wolfenstein он играть собрался. Слушай, ну пока патронов наваливает, нормально вроде. 2400 месячный абонемент. Ну, да, по-моему, у нас тоже где-то 2500. Но если ты ходишь не каждый день, и даже не через день, а, допустим, 2 раза в неделю, то смысла его покупать никакого. Значит, мы отправимся за этой тварью-похитителем. Дальше что? Дальше мы найдем моего отца, Рейну и всех остальных, кого они похитили. Ладно, но если тварь только и хочет, что мы за ней пошли, тогда она делает большую ошибку. Блин, ну ходов-то, кстати, парочка. Ладно, все равно наверх идти. Эй, здесь пузырь соплей. Ух, что там внутри? Я думаю, там снайперка какая-то. Ладно, просто пойдем вперед. Значит, тебе совершенно не интересно? Помехи, кажется, это папин передатчик. Вперед, он должен быть рядом. Ладно, идем. Че орать-то? Он направляется к станции подъемника. Вперед. Доберитесь до станции вагонеток. Побежали, че? Я немножко поторопился. Чуть-чуть совсем. Мобов на 50. Бабенка, ты бы обошла. Вот так вот хотя бы. Тудун, тудун, тун. Тудун, тудун, тун. Стой.
Понятно, они отсюда вылезали. They just keep coming. Так, и лезут. В принципе, достаточно в одну точку стрелять, они так или иначе, они в нее вернутся прыжками своими. Подумаешь, там 2-3 патрона у тебя пролетит мимо. Ничего страшного. Так, и чей это был форт? Коалиции? Ну, коалиция использовала его в качестве полевого госпиталя. Но форт сильно старше, серьезно, со времен королей. Королей и волшебников. Слушайте, я пытаюсь дать ценную историческую справку. Так, патроны возьмем. Слушай, да не надо. Ну нам туда, внутрь. Че, они типа здесь саранчу хоронили, да ну? Не очень-то похоже. Посмотрим, что эта штука делает. Какого черта? Нахрена он забурился? Ля, какой. Точный, вкусный, новогодний, и даже молодежный, в зеленый горох. У него аж ебло чуть порвалось. Джей Ди. Ни хрена, у него даже интеллект есть, чтобы с пушки стрелять. Умри. А на лбу, я так полагаю, у него нос какой-то еще один дополнительный. Слушай, а у них жира-то не очень много. Я думал, как-то он это побыстрее, подольше будет подыхать. Вообще красавчик, я тоже так думал. Ну, наконец-то мы будем... А теперь я тебя прикончу. Ну, наконец-то мы с саранчой воюем. Правда, они без одежды, но привычные для гирзы враги. Томаты, вон, видишь, похватали. Лучше, чем киборгов мочить, кстати. Киборги что-то правда лайтовенько смотрятся. Кстати, ребятки поприкольней. О! Кто-то долбанул в него гранату. Молодцы какие. Не, ну он очень мило разорвал его. Я так не думаю, похоже на какое-то гнездо. Ну, они всегда с таких гнезд и вылезали, блять. О, у этих юбочки уже появились. Они что, девочки? Санча девочка. Бля, подожди, может быть, есть еще какие патроны, а? Вон, по-моему, то, что нужно. Ну, подумаешь, да, полтинничка не хватает, я думаю, ничего страшного. Остальное доберем потом. Какие-то гроздья гнева прям свисают с потолка. Здесь они мне на голову падать не будут. Чик. О, полная обойма почти. Давайте, вы подходите ко мне.
Не, ну эти друзья куда веселее, чем в начале Киборги, это определенно. Кровью побольше, игра живее смотрится. What are you doing? До свидули. Падла. I got you. Поднимайте. Где он? Все. Дальше куда идем? It's about time we got Я бы сказал, самое время нам валить отсюда нафиг. Мы не хотим обсудить, что там вообще произошло. Гнездо это. Слушайте, это что вообще происходит? Выглядело так, словно они что-то там трансформируются. Столь типа, как это как эволюция. Но молодняк некоторых насекомых может превратиться в дронах за считанные дни, даже часы. So, Значит, молодняк и дроны, но какого вида? Chewies and drones of what, though? I have a feeling we're gonna У меня предчувствие, что мы это скоро узнаем. Ну давай. Ку-ку. graveyard. Кладбище, дурной знак. А, как раз. Get a frag in there. Винтовка в воздухе повисла. Я так и знал, что он тут. Давай ближе. Сокращаем дистанцию. Sniper, up left. Хотел он удрать тут. О, это снайпер, да, походу? Блин, надо бы заныкаться понадежнее. Угу. Вот он где сидит, бля, листочки мешают. Хрена у него шлем там, как у них Леандра. Окей. Все яйца ему отбил. Тут все. Тут все. До свидули. Так, он по-любому тут стоит. Задолбал юлить. Всё, наконец-то кокон этот лопнул. Ну, воронка, откуда они вылезают. Чё, где, откуда стреляет? Короче, два наверху. Пойдет. Бля, еще. А, вторая воронка просто открылась. Вот я что думаю. Куда их столько? Патронов-то никто не давал. Они все с одними и теми же пухами бегают. А ты там куда стреляла, скажи-ка мне? Она хотела плиту надгробную убить. Череп мешает. Короче, у нас напарники, походу, в этой... Здесь филонят просто. Они в стенки куда-то смотрят, никого не убивают. Последний. Один готов. Что значит один? We're clear. The new or old def- Как обычно или правда? Куда нужно добраться до станции? Пойдем. До станции так до станции. Сейчас надо с патронами повнимательней. 5 штук это такое. 230, уже хорошо.
Нужно попасть внутрь, пока погода не испортилась окончательно. Пошли, коль не шутишь. There it is Вот again. оно, радио Маркуса. So it's close. Come Уже on. близко, идем. Вон там. Эх, дьявол. Слушай, а это другие какие-то. Уже какой-то третий вид мобов. А, так, а ты здоровяк. Тише, тише. Вон еще. Плохо дело. Слушай, ну они прикольные. Хвоста у них тут что-то вылетает еще. Бля, и жирные, кстати. Давай. Распилил. Мы его измором взяли просто. Патроны. Вот, по-моему, кто как свинья кричал. Бля. Давай, 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 давай. Он еще жив. Да, здорово, Тайсон. Я нашел гири на ПК, я покупал их в Microsoft Store через этот, как вот, через Плати.ру. 500 рублей, думал, а чё бы нет. Я, правда, задолбался искать библиотеку, откуда это все скачать. В этом сторе ни хрена не понятно. Все через жопу. Но дело того стоит, игра прикольная. Правда, у нас тут эти бобры ебут. Ну. Главный результат, да. Все, наконец-то. Давайте мне 508. Как будет, мне не хватало похитителей. Теперь еще насчет этих прыгунов бесишься. Ага, и такими темпами дальше будет только хуже. Слушай, в одной винтовочке уже 300 патронов лежало. Я с ящиков меньше попыток. Звони после стрима, если что. Хорошо. Я с ящика меньше собираю. Вот, еще, кстати, ящик. Ну все. Добби доволен. Бах, с ноги. Морская пехота заходит. Эй, чем дольше мы ждем, тем сложнее будет выследить эту тварь. Отлично, тогда посмотрим, куда нас это приведет. Вызовите вагонетку. О, мы сейчас к бате как раз наверх, да, поедем. Ну давай. Чик. Вот эти вот слюни первого цвета, они прям похожи на слюни чужиков. Думаю, что-то из этого взято, да? Заимствовал. Как говорится, не спиздил, а заимствовал. Подъемник тут. Если он еще и на ходу, будет все будет в порядке. Давай еще выше. Ну вот, по крайней мере, подъемник еще здесь. Поедем, красотка, кататься. Да ладно, серьезно? Противовес тормозит. Вперед, я разберусь. Типа баба их тормозит, что? Сейчас он ее скинет немножко просто и все. Да, не спиздил, а адаптировал, точно. Вот. Yeah. No. Да, нет. Sorry I got your dad. Прости, что впутала твоего папу, если бы я знал. Any idea. No, Kate.
Нет, Кейт. Если бы я знала, что спасая мою маму, ты потеряешь отца, Эйвли, мы еще никого не потеряли. Can't this thing go А any эта штука faster? быстрее не может? Нет, пока ее тормозит противовес. Какой, блядь, ты о чем? А, так правильно, трос закреплен, вот тебе весь противовес. А раньше нельзя было это решить? Стой, что ты? Нет. Дебил. Не, ну в принципе они хотели быстрее, вот получай. Бум. А кстати, по логике вещей она должна удариться в стенку и потом поехать еще назад. Так, это была моя первая и последняя поездка на фуникулере. Фуникулер, что? Слово такое. Let's just find the Давайте просто найдем похитителя. Найди похитителя, схватившего Маркуса. Но, как говорится, это уже совсем другая история. На сегодня мы будем закругляться. Всем спасибо за просмотр, за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, лайки ставьте, там комментарии пишите. Все знают. Ладно, все, на сегодня хорош. Продолжим или завтра, я вот не знаю, или завтра Days Gone буду запускать, или продолжим 4-ю Герзу. В общем, глянем, как получится. Как настроение будет. Все, давайте. Споки-ноки.